Как вы готовились, как вы себя чувствуете, все ли у вас хорошо? Ну, судя по тому, что мое тело с каждым днем все больше пытается сопротивляться боли, которая возникает, наверное, все-таки на правильном пути, я так понимаю. Ну, Потому что, естественно, потому что наше тело, ну, вы уже знаете, да, 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 да. оно показатель того, э, порядок ли у нас или непорядок там. То есть Ну, живем мы гармонично сами с собой или обманываем себя. То есть тело обмануть невозможно. Вот. Вам удалось подышать? да дышим, да тут столько еще информации навалилось, Виктория, я прям не знаю. И она такая для меня важная. Можно я добавлю к тому, что я уже писала? Там буквально 3-4 предложения. Нет, дело не в предложениях. Дело в том, что смотрите, как это происходит. Сейчас вы, конечно, все можете. Можно я скажу только одну фразу, Виктория? Хорошо? Да, можно, Вот я да. вспомнила, что мне когда-то на работе показывали негритянку, которая один в один со мной лицо. Я сначала отнекивалась, говорю, ну это ж негритянка, как я могу быть на нее похожа? Но вся лаборатория сказала, Танька, ну это все твое, ну кроме тела, там молодая, изящная, я уже постарше была и более крепенькая такая. Так вот, это согласие на то, что я имею двойника в негритянке, могло стать перебросом кармы. Вот такая Ну, мысль это нужно возникла. смотреть, это навряд ли. Понимаете? То Навряд. есть, А ну, что да. мне показали, для чего? Ну, Ладно, хорошо. это скорее всего, что это как подсказка подсознания. То есть, скорее всего, что это зацепка, то есть не зацепка, а как вывод, то есть на нашу физическую реальность, это нужно смотреть. Но это не причина. Причина этих всех проблем – это одна единственная. Это наше участие в делах тьмы. То есть эзотерические практики, колдовство. Это в этой жизни, то есть где мы пошли на поводу темных сил и предали себя. Потому что заниматься магией – это означает делать то же самое, что делают эти колдуны из темного мира. Вот, это зацепки главные. То есть это то, за что они цепляются, и именно это то, что не дает душе освободиться. Эти Да. контракты. Потому что по конам Вселенной, как бы мы ни крутили, что бы мы ни выдумывали, есть главные цели и главная миссия нашей души – это жизнь, гармония, процветание и счастье. То есть счастье – это есть вибрации нашей души. И жизнь, естественно. То есть гармония ведет к бесконечной жизни. А что происходит, когда человек делает ошибку? По конам Вселенной все несовершенное не имеет права на жизнь. Но и это логично, это в нашей жизни то же самое происходит. Вот делает мастер стол, а у этого стола одна ножка короче, чем эти три остальные. Будет ли этот стол стоять? Не будет. Этот стол нужно или выбросить, или исправить, потому что он не пригоден для использования. То есть брак выбрасывают. Продукт, который испортился, его выбрасывают. То есть он не нужен. То есть есть такое понятие, да? Даже посмотрите, как мы устроены. Вселенная устроена точно так же, как и мы. Мы поглощаем пищу, она перетравливается, и отходы выбрасываются. То есть то, что не нужно телу, от этого организм избавляется. Точно так же происходит и во Вселенной. То есть нужно сейчас, это у вас первый сеанс, весь акцент, все внимание направить на то, чтобы найти тот самый важный контракт, тот самый важный момент, когда вы впервые
подключились к антимиру, когда вы этот договор со своей совестью заключили, когда вы продали свою душу. Я уже разными терминами, как это, потому что у каждого свое представление, как это. Ну, это об одном и том же, потому что любое решение неправильное, которое идет против добра нашей души, это и есть подписание контракта на смерть. Потому что жизнь без перспективы жизни это, это не жизнь, это смерть. То есть это какое-то время, это как яблочко, которое начинает гнить. Оно еще здоровенькое, как будто бы со всех сторон, и только в одном месте там оно подгнивает. Но оно уже не пригодно ни к чему, потому что оно уже сгниет. Соседние яблочки, которые висят на дереве, их можно хранить всю зиму, и до весны они будут хорошие, правильно? Ну а если есть заражение смертью, все. И что заражает нас смертью? 10 заповедей. То есть это высшие духовные ценности для человека. Зачем даны, показаны человеку? Для того, чтобы человек понимал, что есть гармоничные отношения, а есть дисгармоничные. Есть гармония и есть хаос. Вот. И вопрос в том сейчас, конечно, что нам много чего всего выходит, мы всего вспоминаем, но вы должны сконцентрироваться. И цель для этих 2 часов нашей работы. Не цели на всю жизнь, это ваши цели, это Да. очень важно, да, много целей. Ну вот что мы должны сделать именно на этих 2 часах нашей работы, потому что мы этого не осознаем, не замечаем и не видим, но цель что делает? Цель восстановить справедливость, да, потому что я хочу, это мое пространство, я хочу в этом разобраться, я имею полное право по законам Вселенной. Мне Вселенная дала шанс. В Библии это называется раскаяние. По-нашему мы можем это понимать как найти ошибку и исправить. Это одно и то же, да? То Да. есть я имею право. Никто не имеет права вам мешать, и организм, ваше подсознание выделяет определенное количество энергии именно на эту цель. Понимаете? Поэтому, когда мы читаем аспекты, и там 150 вещей описывается о людях, о животных, которые не касаются ни темы, то есть мы не можем ничего сделать в пространстве другого человека. Нужно обращать внимание на себя. А что я натворила, где я ошибалась или ошибался, и что я хочу вот сейчас исправить. Потому что оно работает так. Если мы направим, ну вы, да, это ваше Да, пространство, да, ваша жизнь. я понимаю, Если да. вы направляете всю энергию и ставите себе цель найти тот самый первый контракт, когда вы пошли на компромисс, когда вы потеряли совершенство, и если это удается, этот контракт находить, расторгнуть этот контракт, тогда что получается? Получается, что это и есть самая главная зацепка, за что держатся все последующие дефекты во всех воплощениях. Да. Вот. И в Библии так написано, что в последние времена начальники родов будут стоять перед престолом и очищать свои рода. Потому что мы когда-то, несколько воплощений назад, впервые пришли в этот мир, у каждого была своя причина, и каждый из нас стал родоначальником своего рода. То есть мы родили детей, и от нас пошли уже, то есть мы как бы затянули души в свое пространство. Мы создали свой генетический род. То есть и сейчас мы ответственны именно за процветание и за жизнь этого рода. Мы этих людей можем не знать, но если мы освобождаемся, мы их тоже освобождаем. То есть мы свою ответственность с их решений забираем. И наша карма, она исчезает. Поэтому так тяжело расторгать контракты. И чем ближе к окончанию этого
процесса очищения, да, тем тяжелее, потому что были задействованы все механизмы антимиром, чтобы поработить душу, подсознание. Тут и память закрыта, и физическое тело несовершенное, и наши родители уже сделали все возможное и невозможное подготовить нас вот к манипуляциям государством, торговыми корпорациями, нечестными людьми и так далее. То есть мы уже свои фобии имели, когда вырастали, когда мы родились как чистый лист бумаги, то родители нам там позапихивали и программы жертвы, и подчинения, и всего-всего-всего. То есть уже готовы, как говорится. То есть и с этим нужно сейчас бороться. Естественно, это вот так не происходит. Но самое важное – расторгнуть этот первый контракт. Я после первого своего сеанса, я сама погружалась, у меня все моментально изменилось в жизни. Буквально на этом сеансе, который я проводила, у меня все исчезло. То есть боли у меня были в спине просто невыносимые, потому что была причина после аварии. Ну вот скажите, как есть причина, и во время сеанса боль уходит, и больше никогда не возвращается. Она попробовала один раз, я увидела своим зрением, как это летит. А я, что такое? Я на улице стою. Что такое? Как это возможно? Я расторгла контракты. Как долбанула это обратно, и все. Поэтому вот, как говорится, всю волю в кулак, в один фокус. Не распылять свое внимание на, скажем, не на главные вещи. Потому что причина всех этих наших, скажем так, нежелательных событий в нашей жизни, и то, что мы ходили по гадалкам, и то, что мы выбирали какие-то там магические ритуалы, и эзотерику, и то, и насильников, которых... Причина в том первичном контракте. Если вы это находите, вся эта система разваливается. Естественно, не сразу, потому что пойдет, то есть запускается тогда процесс перемодулирования всех событий. И они друг за дружкой начинают всплывать. И только ждут нашего решения на нашем осознанном уровне. Тогда сны начинают сниться, тогда какие-то события, чтобы мы сделали свой выбор. Или мы поддадимся соблазну, и как бы аннигилируем свое предыдущее решение быть чистыми, или мы выстоим и сделаем правильное решение уже своим новым осознанным разумом. Очень интересно, и чем больше я вашей медитацией пользуюсь, так, я не знаю даже, ну, не хватает мне слов, расширяется такой горизонт, он вообще как бы не то чтобы расширяется, становится каким-то объемным, многозначным. Я подберу когда-нибудь слова, я потом сделаю, попрошу вас ответную часть мою послушать по окончанию, может быть, через какое-то время, я думаю, те слова нужные придут. Вот, так что я все поняла, и когда я писала аспекты, я выбирала только то, что я явно, понимаете как, не собиралась делать. То есть у меня мысли в одном направлении, а происходит что-то вне того, что планировалось, думалось, гадалось. Вот только эти моменты. Причем получилось так, что основная, программа жертвы присутствует однозначно, палача тоже есть, но что-то есть еще, что страх. Вот страх присутствует. Я не могу сказать, что я боюсь за свою жизнь, но снилось очень большое количество снов, что дочь уходит. Страх за дочь существует, и по сей день почему-то не уходит. Хотя уж 30 лет девочки, и уже не девочка, а 2 детей имеет. Вот страх и согласие. То есть вот эта жертва. Все, я читаю, Виктория, хорошо? Да, начинайте сначала с цели. Да, цель сеанса.
Отменить, расторгнуть все контракты, подконтракты, договора, соглашения, решения о контактах с антимиром. Самое главное – найти пути к решению первоначального контракта, расторгнуть все, отсечь все зацепки, привязки, подключки ко всему, что забирало мою энергию, мой потенциал. Устранить все искажения, которые возникли из-за моих ошибочных решений, согласий и действий, а также снять все воздействия моих программ, внедренных мной и через меня в мою дочь Марину, внуков Алексея и Людмилы. Прошу прощения моего первотворца жизни, моей священной вселенной, у моей души, моего подсознания, за предательство и принесение в жертву меня, мою дочь и моих внуков. Отменяю подписку на канал Тараса. Является ли сама подписка какой-то зацепкой? Потому что канал я так и не посмотрела. На вашем сеансе он чистился, и его канал чистился. Я подумала, о, как интересно, подписалась. Но так туда не зашла. Видела только 2 его сеанса на вашем канале. Полное отторжение, и он вообще как-то у меня исчез, но я не могу вспомнить, отписалась я оттуда или нет. Информацию о моем освобождении передать дочери Марине, внучке и внуку Людмиле Алексею, сестре Наташе и умершим папе Георгию и маме Марине. Аспекты. Первое. В аэропорту город Баку засветилось табло о посадке на наш рейс. Я папе говорю, рейс засветился, как погаснет, пойдем на посадку. Табло отключилось, самолет улетел без нас. Такое же было на перекрестке. Смотрю на зеленый свет и говорю себе, вот как загорится красный, я пойду. И еще раз такое было состояние. Значит, приходит мужчина в дверь, звонит и говорит, я хочу знать, почему вы вылили на меня грязь. Смотрю, ну, вид идеальный. Человек, идущий на свидание. Все чистенько, рубашка новая, все. Да посмотрите же на меня. Не вижу ничего. Вот нету грязи на нем. Он тогда к дочке. А я перепугалась за нее и отвела в другую сторону. Вот как только дочь ушла, это разворачиваясь, грязь вот тут вот вся, плечи, все. Хочу понять, кто показывает мне свою власть надо мной, с целью какой и почему я на это согласилась. Отказываюсь, отменяю. Еще 2 одинаковых, в разное время происходящие. Речь директора школы на выпускном вечере. А у меня паника начинается. Неужели никто не скажет ответного слова? Встаю, я говорю. А когда села, мне дали понять, что для этого готовили специально нашу отличницу. Такая же паника возникла у меня в крематории, когда прощались с соседом Василием. После поцелуя сына и внучки, заминка. Опять паника, как же ж никто больше не подойдет, пошла я. А когда отходила, такие рыдания рвались на это самое. Ну, в общем, совершенно не собиралась я ничего этого делать. И хочу разобраться, зачем и кто создает эти ситуации. Третье. Хочу понять, куда я подключилась, когда повторяла непонятный для меня набор букв, опубликованный контактерами, побывавшими в аномальной дальневосточной зоне и утверждавшими, что так можно вылечить головную боль. Отказываясь от меня, ну, мы загрузка. Я работала в космическом промышленности, поэтому все, что касалось с аномальными зонами, мне считалось, что космос – это сплошное добро. И как-то было по теме. Поэтому доверилась. Четвертое. Слышала, что посредством автоматического письма можно общаться со своим подсознанием. Я обратилась к нему. Провести автоматическое письмо. В общем, закончилось штрих-пунктирами, всякими линиями. Я поняла, что это ерунда, текста никакого нет, больше не обращалась. Через много лет лежала я на боку, на бедре стала текст писать моя рука. Зачем я взяла карму своей внучки? Тоже непонятно.
В середине июня 22 года была сильная рвущая боль по всей спине от шеи до копчика. За окном вой сирен и взрывы. Я мысленно взвыла, когда же это закончится. Приходит мысль, войну можно закончить без насилия и смертей. Ну, я ж такая вся из вундеркиндов, подумала, это могу сделать я, а мысль приходит, да. Душа наполняется радостью, и боль проходит. Вот что интересно, вот от каких-то мыслей у меня почему-то проходит боль, а иногда она так налетает, что просто караул. А в начале августа я опять обратилась к моему подсознанию, но теперь уже грамотная, благодаря вашим сеансам. Я спросила, кто мне отвечает. Ну, вкратце ответ такой, что к текстам ничего не добавляй, с аспектами, дескать, все в порядке, ты все скажешь, и война закончится, а сейчас работай, не спрашивай меня. Мы не готовы пока. То же самое я услышала на 10 августа у вас на сеансе. Ну вот, что характерно, еще такая вещь. Очень часто ко мне приходит мысль, и вот когда писала аспекты, вот какая-то радость такая, о, это то, что надо писать. И тут же она исчезает, а остается последствие вместо того, что я собиралась. Вот это запомнилось вместо того, что. А какая мысль проскочила? Не могу сказать. В этом тексте тоже, когда был этот текст от подсознания, закончилась строка. И я вместо того, чтобы перенестись и как-то зафиксировать, я начала с ним общаться. Это так, это так, это... В ответе-то я получала да, 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 да. Все. Вот перетирается, кем-то перетирается мысль, легко приходящая и, как мне кажется, очень нужная мне. Кто это делает, тоже хотелось бы понять. Так, 5. Соседка Галина предложила 4 помощников Сириуса, чтобы мне сохранять молодость. Я согласилась, и они легко подключились во время моей зарядки. Хочу разобраться, кто они такие, почему они потребовали от Галины за меня гарантии и какие именно. Почему сказали, что они из Сириуса, чтобы она пекла мне коржики. Смысл какой в этих коржиках? Что она получала взамен? Почему сказала, что я должна родить от Володи с моей работы? Сына должна родить. Является ли вот тот мужчина с грязью, который сам сюда пришел, как раз этим Володей? Не знаю, он не с моей работы был. Почему показались ей голубоглазыми блондинами и один кошечкой красивой, как она говорила? Я дошла до нервного истощения, потому что их 4, я одна после работы, и, в общем, это было где-то очень мало количества часов для сна. И Маринка начала болеть с температурой 40. Я отказалась от их помощи, но не тут-то было, конечно. Вот. Кстати, из-за этого я очень долго не могла делать зарядку, потому что боялась, что они все время ко мне будут подключаться. Отключиться полностью помогли целительница Мария и Полина, которая видела их совсем в другом виде. Вот примерно так, как вы описываете тех, с кем мы общаемся. 6. Отказываюсь от меня, от этих, разобраться и поставить все на свои места, отказаться от этого омоложения, так сказать. 6. Читала, что в момент оргазма идет выброс божественной энергии, надо ее направить к Богу. Вот я и говорила, как учила церковь, прими, Господи, эту энергию. Хочу знать, кто забрал мою энергию, и расторгнуть контракт, если он есть. Отказываюсь верить в ложь, что этот Господь и есть мой первотворец, которому я и посылала эту энергию. Отказываюсь, отменяю. 7. Смотрела ролик Видогора о принципе действия тайного правительства. В груди возникла радость, а спина и тазобедренные суставы выпрямились легко и без боли, как будто сбросила большой груз. Хочу понять степень участия моего в этом принципе и разрушить его навсегда. 8. Я очень ждала рождения дочери Марины. Хочу разобраться, какие бесы во мне проснулись, когда я избивала любимую дочь и не пришла на ее зов. Отказываюсь, отменяю. 9. Кто и почему ударил по подносу с поминальной едой на папиной могиле после того, как я отказала
поделиться ею со Светлой и с Темным, а потом сложили мои поясничные позвонки, как стаканчик. От боли я корчилась несколько дней, отказываясь от меня. 10. Очень хочу понять, почему радость сменилась рыданием, и я убежала от папы в детстве. А в 30 лет, когда он умер, я его не отпускала, делала искусственное дыхание. И первые 2 дня после похорон просто выпали из моей жизни, я их не помню. В памяти только картинка. Я лежу спиной ко мне, на правом боку, лицом к стене. И почему после папиной смерти мужчины видели во мне женщину, а не только сотрудницу, однокурсницу и одноклассницу? Связано ли это с проклятием на нашу семью из-за отказа папы жениться на избраннице его матери? Отказываясь от меня. Отношения с родителями. Папа очень любила, к маме относилась более спокойно, но после смерти, их смерти, тоскую больше по маме. Может, поэтому видела мамино лицо в окне, попросила не забирать дочь, на что был ответ, что она сейчас посмотрит и больше не будет приходить. Перед смертью она просила сестру беречь Маринку. Так вот, может, она приходила посмотреть, уберегла я Марину или нет, не знаю. Хотелось бы понять это тоже. Здоровье. От меня отказываюсь удалять аппендикс, гланды, родинку, выгрызать бородавку и давать согласие на кесарево сечение. Глотать зонт и пить барий, лечиться от язвы, 12-перстной кишки, ходить на томограф. Лечила шейный хондроз у иглотерапевта Владимира, владевшего пульсовой диагностикой. Отказываюсь, отменяю. Отменяю все падения и трещины, а также ушибы с нарывами пальцев ног. Периодически обостряется боль в левом плече, на ногах проявлены капиллярные сеточки, и в правой пятке где-то секунд 3-4 была резкая боль, что я взвыла, дети перепугала. Отказываюсь, отменяю. Отменяю поход к тете Саше, чтобы не воспалялись мои зубы. Была сильная боль в солнечном сплетении, сейчас какой-то жгут придавливает нижнее правое ребро. Отказываюсь, отменяю. Уплотнение в правой груди есть. Отказываюсь, отменяю. Жжение в глазах иногда усиливается. 2 раза правая нога становилась короче. 1 раз чуть не завалилась, не упала, стенка была рядом. 2 сильных ушиба левого локтя. Постоянно блуждающие боли в мышцах, иногда судороги. Лежа боль больше. 5 лет назад у меня и внуков был затяжной изматывающий кашель до удушья. Живот большой использую как опору. Все перечислено, от меня отказываюсь. Эзотерика. Духов не вызывала, но у меня почему-то напрочь. Благодаря вашим сеансам я вспомнила, напрочь забыла, что астрал – это как раз и есть пространство духов. Я просто так расслаблялась и в пустоту с мыслями, что-то почитала, что-то слышала, а давайте попишем, а давайте возьмите мою энергию, вот как с этим, да, прими, Господи. Ну, в общем, ерунды наговорила много. Или просила, вы мне тут мыслишку сначала сбросьте, а потом моя рука, может быть, напишет. Ну, в общем, хорошо я поработала. Так, отказываюсь, отменяю. Мать Виктора, это отец моей дочери, в комнате которой он дважды видел светящиеся летающие шары, колдовала нам с дочерью на смерть, а дочери еще и на бесплодие, если она выживет. Посмотреть, остались ли какие-то искажения и все изменить. И вообще относительно Виктора мне бы хотелось уточнить такой момент, потому что все книги по эзотерике как раз приносил мне в качестве подарков на день рождения. Ну, как-то я туда и влезла. Был ли какой-то тут умысел или... Так, дальше. От комсомола отказываюсь. Готовность молчаливо исполнять волю партии, правительства и других структур, давать подписку о неразглашении государственной тайны во всех ситуациях, во всех воплощениях отменяю.
От церковного эгрегора откупилась, от церкви отказываясь, отменяя крещение дочери и внуков. Гадала один раз на газете со свечой, один раз гадалка приходила на работу к кому-то, а ее послали ко мне. Я согласилась на гадание. Вот, кстати, она гадала, что ко мне придет мужик сам, и я должна от него родить сына. Была ли это связь с этой четверкой Сириуса? Так выругаться хочется прямо это. Извините. Один раз перед вокзалом очень шустрая цыганка вырвала волос и потребовала типа выкуп. Я отдала ей 50 рублей, мельче не было. Цыганка быстро завернула волосинку в банкноту и велела прийти сюда в 17:00. Я пришла, цыган не было. Зато ночью была сильно распирающая, ноющая боль во влагалище. Отказываюсь, отменяю. Татьяна, я Ау, извиняюсь. все? У вас уже 150 аспектов. Выберите самое главное. То есть вот эти общие фразы, это так не работает. Понимаете? То есть не работает. То есть 10 аспектов мы больше просто не успеваем, а ваше подсознание снова распыляет все это. Понимаете? То есть Сейчас. событий можно вспомнить очень много. Но что вы хотите, снова непонятно. То есть Что потому я что хочу, я изложила в аспектах. А эзотерику я подумала опять, что будет звучать как «я скрыла, я не дала информацию о том, чем я занималась». Вот если да, то есть нету... смотрите, вы перед этим прочитали много аспектов, очень много. Потом вы начинаете читать эзотерику, а каждое похождение, вот давал книгу, Виктор, кто это? Это один аспект. Второй аспект, цыганка, третий аспект, еще что-то. Вот этот Сириус, уже половина аспектов. Понимаете, у вас получается 150 аспектов, потому что все проблемы на физике нужно решать на физике, а причина всего этого одна. Это контракты. То есть сконцентрируйтесь. Зачем вот пространственно вам об этом напоминала перед сеансом, перед чтением ваших аспектов, чтобы вы сконцентрировались в одну точку. То есть вы хотите отменить, например, вы крещенная, Да. а вы не сказали, что вы хотите Вот отменить только что свое крещение. прочитал. Вы сказали отменить крещение дочери и внучки, а свое А ничего не я от сказали. церкви отказалась. Как? Я отказалась от церкви, от церковного эгрегора я вообще откупилась. Я туда отнесла все эти причиндалы их, и еще и деньги отдала за то, что я просила, делали, не делали. Все, говорю, я от вас отказываюсь, открещаюсь, и все, и до свидания. Так, одно крещение на эфир, это вы сделали на физике. Но я только что сказала об этом. Да, Хорошо, давайте так. Татьяна, сконцентрируйтесь. Вы снова, потом, вы упускаете очень важный момент, я его вижу. Вы уже мельком не хотела вас вот тревожить. Вы мельком что-то упомянули насчет клятвы о неразглашении. То есть у вас какая-то просматривается связь с какими-то Я структурами. работала на закрытом предприятии космической промышленности, и мы подписывались под неразглашением государственной тайны, причем в разных ее стадиях. Приходилось работать с просто секретными документами, совсекретными, поэтому там Мгм. деградация была такая. Так, еще вопрос. С кем вам проводили какой-то инструктаж кто-то? Ну а как же, начальник первого отдела обязательно. Мгм. Понятно. Как его зовут? О, Вы не знаете. То есть смотрите, вот это очень важно. Оно просто вот так мне сейчас, вы же читаете аспекты, я да, все да. уже вижу. То есть я уже вижу с самого начала, что вот структура власти там очень сильная. То есть какой-то еще вот контракт подписан и с властью. То есть, ну, это образно говоря, с властью. А власть всегда пользуется какими-то тоже эзотерическими делами. Тем более советская власть, это у них самое главное.
Поэтому сконцентрируйтесь, пожалуйста, чтобы мы, понимаете, то есть Можно я ваши... дальше ничего не буду читать? Нет, вам Я нужно это все прочитать, но вы должны понять, что вы энергии, вот расторгнуть контракт, да? для меня Ваше подсознание дает определенное количество энергии, и оно хочет, чтобы вы эту энергию использовали для расторжения контракта. Потому что когда вы читаете аспекты, то есть вы даете команду вашему подсознанию рассмотреть очень много аспектов. Во-первых, мы не сможем это рассмотреть, у нас времени не хватит. Во-вторых, если времени не хватит, то есть уже распорошено ваше сознание, энергия и там, и там, и там, и там, и там, и там, и сям. А самое важное, нужно отменять то, что связано именно с вашими контрактами. Это вот занятие магией, эгрегоры. И это всего 10 аспектов максимум, потому что мы просто не успеваем больше этого. Получается так, что вы снова сами себе вредите. Вот эта программа на повреждение себя. я написала 10 аспектов. Вы говорите, что это много. Нет, 10 аспектов, это, смотрите, это не 10 цифр. 10 аспектов – это 10 случаев. Смотрите, один случай с цыганкой, другой случай – Сириус, третий случай – это уже 3 аспекта, третий – еще какой-то, четвертый аспект – это крещение, например, ваше. Потому что если вы отменяете свое крещение, автоматически отменяется все. Потом и дочки, и внучки, и все эти дела. То есть самое важное, то есть уже половина, а у вас сколько? И посмотреть, когда 2 раза ударились. И то, и то, и то, и то, и то. Это очень много аспектов. Почему есть правило 8-10 аспектов? Для того, чтобы сконцентрироваться на главном. Хорошо, давайте самое главное. Сириус, аэропорт, крематорий, ну и папу. Все. Автоматически. Крещение. Крещение, да, обязательно. А магические какие-то вот эти, вы говорите, ритуал делали? То есть участие в магии – это и есть самое главное. Так я начала читать, вы остановили меня. Я остановила для того, Да. чтобы вы выбрали из этого всего самое важное. То есть потому что вы сейчас даже подтвердили правильность того, что я вас прервала. Потому что вы говорите, важно в крематории, важно, это не важно. Не в крематории, это не важно, это не важно. Важно, что вы участвовали в магических ритуалах. Важно, что вас крестили. Вы бы должны рассказать, мне было столько лет, я была младенцем, или я большая была, взрослая, приняла свое собственное решение креститься и так далее. То есть вот это главное. Мое крещение мама делала как во младенчестве, и поскольку она была коммунистка, это было сделано тайно, так скажем, да. Она со своей сестрой пошли и договорились, меня покрестили. Это мое крещение. Я от него отказалась, и отказалась давно, потому что в церкви разочаровалась еще, когда дочь с температурой 40 была. Татьяна, смотрите, мы отказываемся на уровне сознания от всего. Но это так не работает. Если бы это работало, то вот эти аффирмации «я самая красивая, счастливая и богатая» все бы срабатывало, и все бы сразу все свои вопросы решали. Но это не работает. Почему? Потому что есть контракты на подсознательном уровне в эфирном пространстве. И чтобы эти контракты расторгнуть на этом тонком уровне, тогда нужно проникнуть в это пространство, в то время, в то событие и отменить это решение, изменить на другое.
Я потерялась. Понимаете, вы не готовы, мне уже очень плохо, я не могу с вами сегодня работать, потому что за вами стоят очень сильные сущности, энергии, программы, а вы этого не осознаете. Вы снова, ну, другими словами, вы приносите нас в жертву. Так, Виктория, тогда давайте я останусь такой, какая я есть. Никого я больше жертву приносить не буду. Нет, это я говорю, как программы работают. Вы не специально это делаете. Вы И я поддаетесь этим понимаю, программам. но эти программы не дают мне выбрать самое главное. А я вам говорю, самое главное, понимаете, сконцентрируйтесь, пожалуйста. Я вам предлагаю еще сделать один раз, потому что вас очень крепко держит эзотерика, потом контракты с властью, то есть уберите вот это неважное, не Что с главное. эзотерикой, Виктория? Скажите, что с Смотрите, эзотерикой? эзотерика – это вот эти Сириус. Что такое эзотерика? Это там, где вы… Смотрите, что важно. Я вам подсказки делаю. Что важное? То, что вы ребенка били, Да, важно. То, указала. да, это важно. Сириус, то есть вы должны это осознавать. Важно. Потом это письмо, Да, это важно. указала. Потом контракты с властью, это важно. Понимаете? Потом Но крещение, мне там отменить нечего крещение. рассказывать больше с властью. Да Ну, не мне... надо там рассказывать, вы сконцентрируйтесь туда свое Внимание. сознание, свою цель, потому что вы подписывали о неразглашении. Вот Да, что вам не дает, понимаете, вы подписали какой-то контракт, а вы должны сказать нам, себе задать вопрос, а что там было? Вообще-то на уровне подсознания, что происходило в эфирном плане, зачем им нужна была моя подпись, что под этой подписью еще было. Может, поэтому как раз мне это прямо идет, что именно это не дает вам раскрыться. То есть потому что программа «Молчи». То есть и вы обходите стороной важные вещи. Это тоже имеет значение. То есть сконцентрируйтесь на важном, потому что, ну, поцеловала, не поцеловала, если это важно, оно всплывет с этим. То есть этот мужик, это хорошо. программа жертвы, он нападает на вас и так далее. Это тоже, ну, как бы, смотрите, 10 аспектов, и какие-то случаи вы можете просто перечитать. Ну, перечитать. Если оно важно, оно всплывет. Но вы должны сконцентрироваться. Так, моя энергия должна направиться в то, чтобы решить вот этот вопрос. Крещение, например, А аспект можно номер 1. решить вопрос с этим неразглашением государственной тайны? Вот прямо Ну, сейчас. конечно, ну, Сядьте. смотрите. Вы э, сказали, что вы уже в тяжелом таком напряжении, поэтому я э, спрашиваю. Я, Давайте возьмем только смотрите, это, и больше дело в том, ничего. нет, такого не бывает. Татьяна, я не хочу вас обидеть, не принимайте это, что я на Я вас не наезжаю. У обижаюсь. меня уже такой опыт, что я все вижу, и я все понимаю, и работа на эфирном плане– это очень тяжелая работа. Вы себе даже не представляете, насколько нам тяжело работать с человеком, у которого нет вот этой цели, который как бы подвержен этим программам жертвы. Понимаете, очень тяжело работать. Мы потом должны чиститься, мы потом должны восстанавливаться. Это очень тяжело. Понимаете, я попала на предприятие молодым специалистом. Мгм. Меня оформляли в отделе кадров. Да. Сначала я зашла в кабинет первого отдела, мне дали бумагу, говорят, ты будешь там заниматься с темой, которая считается государственной тайной. Я подписываю. Хорошо. С этой бумагой я иду дальше оформляться. Мне дают направление в определенное подразделение. Все. Потом я пишу диплом по их тематике. И, к сожалению, попадаю на совсекретную. Я опять иду к начальнику первого отдела.
Он опять диплом, да, замечательно. Вот тебе бумажка. Но обычная бумажка. 3 предложения, что я обязуюсь не разглашать государственную тайну. Так. Хотя этот начальничек говорил так: а вы знаете, почему мы так сильно засекречены? Чтобы враг не знал, на какой допотопной технике мы работаем. Я это прочувствовала, правду, когда начала уже работать серьезно на предприятии. Тогда мне показалось, что это просто так. Все, мне, понимаете, мне просто нечего рассказывать, показывать. Нет, Я ну, направлена, хорошо направлена на все эти дела. И на то, что я могла бы где-то там подключиться, ну, не к чему мне привязать свою память. Вот нету, и ничего не выплывает. Хоть это и считается глобально. Я поняла по первым вот вашим словам в прошлом сеансе, что я там где-то хорошо уже отметилась в каком-то воплощении, что он с этим автоматическим письмом. То есть там какие-то, может быть, даже были и клятвы, еще что-то такое было в духе тех времен. Но здесь привязка к этим событиям в моей жизни, ну, нету ничего. Ну, если светофор был, был. А тут бумажка, пустая бумажка со словом «не разглашать». Я ставлю там. Это как не клятва. разглашать это значит, ну, это клятва, это закрыть. Да, То есть это да, пространство все закрыть, все забыть, ничего. Это очень важно. но я уже давно всем рассказываю, над чем мы трудились. То есть как бы давно уже развязала свой язык. И вообще меня даже выпускали за границу. Я в Израиль выезжала. То есть все это давно уже не тайна. И не знаю, почему это держит кого-то. Кого-то где-то возле меня. Потому что мы не знаем, что было. Мне еще такой вопрос. Почему вы пишете, читала Лазарева, Луизу Хей, разговор с богами, Свияж, Нарбеков. Ну, Свияж вроде бы не эзотерик, а психолог. Нарбеков, конечно, эзотерик. Аюрведа для Мегре. Вот это полный бред, конечно. Мегре – это ужас какой-то. Почему? Ну, потому что это ложь. Во-первых, он сам признал, что он занимается плагиатом, что все, что он описывает, он на самом деле был знаком с этой женщиной, типа, которая это все ему порассказывала, а он это сплагиатил и создал такую секту. То есть это уже известно, в интернете можете найти полным-полно этого разоблачения, во-первых. Во-вторых, там бред сумасшедшего и очень жесткий эгрегор, основанный на лжи и так дальше. Хорошо, понятно. Вот. То есть это все уже как бы раскрыто, известно и так далее. Ну вот Пелихова, да. То есть ничего такого не делали. Батюшку из монастыря приглашала. Да. Вот. Ну вот что делала, я вспомнила, я могу расписать в этой жизни. Так нам следует, ну, прошлое не нужна. Так, ну не Мне могу нужно, я да. про гостайну эту что-то еще добавить. Ну нет у меня информации. Нам не нужно, я же не прошу с прошлых воплощения. Я свои Да. не рассматриваю вообще никогда прошлые воплощения до тех пор, пока так. Межгалактические кураторы. Вот это интересно. О, Вот это интересно, я до этого чуть-чуть не дошла. Это было первое и единственное коллективное обращение с волеизъявлением о единстве с единым нашим, сейчас, как оно там звучало у нее, не найду, наверное, уже все эти листики свои, это самое. ну я могу почитать, смотрите, что вы пишете. Один раз участвовала в коллективном обращении к межгалактическим кураторам.
Это в 2020 году было. Да, да, да. Переписывала текст обращения с ролика какой-то Лады. Ну, о вот это моем... ладно. Да, она была Мгм. зачинщицей обратиться, потому что как раз это была пандемия, как раз это были вот эти все Мгм. самолетные выбросы, которые уничтожали людей. И ее информация была такая. Ну, Шемшук тоже там давал эту информацию, что вокруг нашей планеты много всяких цивилизаций курируют нас, и к ним надо обратиться, чтобы они помогли с этим тайным правительством разобраться. И вот это ж мы волеизъявлялись, чтобы подчеркнуть свою как бы причастность к светлым силам и попросить их с темными побороться. Вот мы тут пишем о гармонии, единении с единым божественным источником. Ставила я отпечатки, карандашом рисовала. Вот это ж я так думаю, что я дала информацию считывать свое ДНК, наверное. Я так... Ну да, да, да. Вот это же я хотела об этом сказать. Потому что фотографировала свой рукописный текст, ставила вот этот отпечаток, подпись ставила и фотографировала на мобильный телефон. То есть он у меня по-прежнему где-то там в космосе висит, этот текст. Вот. И... Ну вот и все, что по этим кураторам. Там текст большой, там перечислялись все вот эти выбросы, все вот Это эти не вот... имеет значения. То есть, понимаете, ложь, смешанная с правдой, Ну да, это да. уже, ну, понятно, да? Еще, Самое важное – ваше решение. что Что еще вы делали? Снова я... клятва. Видите? Снова какая-то печать. Снова. Так. Ну, это да, это я могу подробненько рассказать. Значит, проверить, нет ли какой подключки, я тут пишу, да, и Мгм. возникшие искажения устранить, отменить все это дело и исправить. Вот. Что еще? Она после этого сказала, что «О, мы такие молодцы, так много людей поучаствовало в этом деле». Был ли у нас там взаимный какой-то переброс, еще тоже интересно. Вот. И потом она куда-то вообще исчезла. Вот я бы так сказала, вместе со своими роликами. Ну, может быть, потому что исчезла, что я отписалась от нее, не знаю. Мгм. Так, что я тут еще хотела сказать? Вот это же вот еще бродила по церквям, когда, ну, плохо мне и все. Врачи ничего установить не могут, а мне плохо. А дочь и больше никого и нету. И с тем она остается. Пошла, там у нас была это самое, но я даже и фамилию ее не знаю. Я зашла только нет, говорит, у меня тут чистые люди освобождаются, а у тебя, говорит, черт. Вот на Холодногорской церкви там есть батюшка, который только чертями занимается. Ну, я один раз там побыла у него. Он так странно на меня посмотрел, как-то среди общей массы почему-то отвернулся и начал свой сеанс. Ну, там, конечно, что я только не услышала, там и хрюкали, там и падали, там, ну, такое. Постояла, свечку держала зажженную, чтобы ко мне ничего не прицепилось. И больше я туда не ходила. Но факт такой есть. И тут я ничего не утаила. Такое... Ну, а хотите отменить это? Конечно, Так конечно. говорите, хочу это отменить. Отменяю, Ну вот. конечно. Видите, как я на вас уже надавила Как и хорошенько? хорошо давите, Все потому что... выдавливаю. Нет, ну кто-то вроде как писал, я просто уже в своих шпаргалках ничего не вижу. Я как-то... Я все вижу, я все смотрю, что вы тут нам понаписывали. Я слежу, не волнуйтесь. Ага. Вот. Вот. Что я еще делала? Я еще нашептывала внучке, чтобы она слух восстановила. Потом я ставила в изголовье дочери стакан с водой и сырым яйцом. Один раз оно таки к утру было вообще вареным. Это от сглаза. Угу. Было такое у меня. Что хотите с этим Это участием себя в колдовских делах? отменяю. Отменяю, хорошо. Вот это говорить нужно. Почему? Отменяю. Это не мои бзики. Понимаете, Нет, если бы это нет, не было важно, я бы не обращала отменяю. внимания. Но оно не сработает, если ваше Отменяю. подсознание не услышит, если вы не выделите
энергию, это отменяю. Я чистая душа, я не могу и не хочу участвовать в никаких магических ритуалах. Я это делала, признаю, потому что я не знала, отдаю карму за ложь, потому что меня не предупреждали, что это магия, что это вредно для моей души и моего тела. Отменяю, карму врагам отдаю. Отдаю, Вот да. так. Еще я обливалась холодной водой на чистый четверг, 2 часа ночи, так я вычитала в народном справочнике. Водой из любой открытой, можно даже из бочки. Несколько лет подряд обливалась, и когда бочка стояла возле дома, особого эффекта не было. Ну, не болело и все. И один раз только у меня вода была далеко от дома. И я туда пошла обливаться. Вот тут, конечно, был какой-то потрясающий эффект. И я не знаю почему, но это было что-то... Вот такое впечатление, как будто у меня глаза открылись. Вот я ночь, 2 часа ночи, холодно было, апрель месяц. Я голая, естественно, чтобы облиться. И, ну, эйфорией назвать нет. Вот радость. Нормальная, счастливая такая. Вот грудь какая-то стала наполненная кислородом, не знаю чем, наверное, просто радостью. Я не то чтобы простудилась, потому что шла босиком по холодному грунту, а я летела назад. Я пела, я вообще, это было нечто. Как я могла забыть об этом в первом сеансе, не знаю. И больше такое не повторилось. Я уже теперь подумала, может быть, дом как-то влиял, потому что дом, дача совсем не нашей семьи, как бы она передана нам, но все равно духи веют там какие-то другие. А вот это, когда я подальше была, это было хорошо. Но тем не менее, да, это чистый четверг. Я сказала, да, что это в привязке было к чистому четвергу. Вот. Поскольку не понимаешь, не знаешь, отменяю, отказываюсь, разбираюсь, что я там У меня делала. еще, я извиняюсь, Да, да, Татьяна, конечно. хочу уже все точки над «и» поставить. Да, давайте. То есть хочу уточнить. Вот вы еще говорили о методах лечения, хочу там отменить. Ну, понятно, кесаревых это нормально отменить, потому что родить ребенка естественным путем это совсем по-другому для ребенка. Но меня напрягает вот эта мысль, когда вы говорите отменить это, когда аппендикс, а вдруг бы вы умерли, если бы вы его не удалили. А почему отменить? Может, если поставить себе вопрос, если это было вредно для меня, потому что заботиться о своем здоровье – это нормально. Что вы отмените? То есть вы хотите отменить заботу о своем физическом здоровье? Или что вы вообще хотите отменить? Я хочу отменить стиль жизни, при котором эта болезнь возникала. Может, Можно сказать вернее так, сказать, причины, потому что если причины, убрать причину, расторгнуть контракт и убрать причину, тогда причины. все становится на свои места. И здоровье, и молодость, и гармонизируется все. Да, 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 Вот. да. Ну, благодарю. Как всегда, благодарю. Вот. Ну, нужно все уточнить. Знаете, в эфирном пространстве это настолько там все конкретно, вы себе даже не представляете. Там Знаете, Виктория, никаких двухмысленных. что э, меня все время, как сказать, понукает давать много информации, меня в прошлый раз поразило, эм, что на том плане меня посчитали человеком, который хочет что-то запрятать, не показать, не признать, умолчать. Вот я бы хотела изложить так, чтобы именно такой реакции не было на меня. Вот этот вот момент, он как-то очень... То есть очень... хотите поиграть в их игры? Какие игры? Ну, это игра. Вас затягивают. Вместо того, чтобы сказать, у меня был контракт на молчание, я хочу его расторгнуть, вы подстраиваетесь. Это программа жертвы так срабатывает. Вы подстраиваетесь под насильника, а другими словами, играть по его правилам. То есть не нужно играть по правилам.
я вам, например, говорю, есть такие правила. Это не я их придумала, это технология. Это любой, кто занимается подобными вещами, вам скажет, ну, профессионал, я не, знаю профессиональных регрессологов и знаю, как говорится, абышо. Вот, профессиональный, который знает свое дело. Да? То есть это есть общие правила. И вместо того, чтобы идти по правилам, вот я это, то, что Вика советует, то, что она говорит, значит, я это опущу, а вот пойду на поводу этих программ и наоборот еще больше увеличу количество этих аспектов. То есть вот это как раз и есть игра на стороне этих темных. И еще больше запутывается. Вы знаете, я вот заметила, что я, когда укладываюсь спать, засыпаю только когда рука вот так вот держит рот. Ну, вот. И каждый раз говорю, да не буду я молчать. И вот все равно... скажите, пожалуйста, хотите ли вы посмотреть? А вот аспект. Вот это важный аспект. Почему я засыпаю с рукой на рту? Да. Вот это нужно, вот это главный аспект. А не то, что там кто-то в аэропорту подошел, что-то там случилось. Это тоже важно, но не на первом сеансе. Если вы будете хотеть, дело в том, что если вы расторгнете контракт, это все вам придет, вы все поймете, вы говорите сами, то есть вы не дружите своим подсознанием, потому что ваши главные мысли куда-то улетают, куда-то что-то важное от вас ускользает. Почему так бывает? Это бывает только тогда, когда присутствуют интерференты, когда есть контракты, когда человек не дружен своим подсознанием. То есть подсознание в одну сторону, вы сознание в другую сторону. То есть нет связи. Вот что мешает вопрос? То есть нужно быть очень конкретным. Что мешает этой связи? Интерференты и мое личное участие в каких-то магических, эзотерических, потому что магия и эзотерика – это одно и то же, делах. Все, где я там накосячила, где я там была. И вот эта конкретность – это смерть для программ, это смерть для этих всех интерферентов и так дальше. Никакой двусмысленности, никакой, конкретно. Да, я, как говорится, называть вещи своими именами. Это как шаблон, быстро, раз и раз и раз. Так, это и Вика сказала написать 10 аспектов, значит, я пишу 10 аспектов. Ага, то есть если вы направляете вашу мысль в правильное русло, смотрите, как я вас прижала, выдавила, как из тюбика, зубную пасточку. Вот это. Это очень важный аспект. Это очень важный. Но для меня он не важный, понимаете? Я почему? Да, я об этом и говорю. Смотрите, сколько вы неважных вещей, они важные, конечно, потому что каждая ситуация, она что-то обозначает. Каждая. Но мы за 2 часа не можем все это рассмотреть. А вот это, вы даже сидите вот так. То есть вот Да, программа да, молчит. да. Вот, смотрите, это же психосоматика. От Только нее знаете, вы... о чем она хочет, чтобы я молчала? О чем? Это, да, о чем? Это, во-первых, говорит в первую очередь, говорит о зомбировании, то есть зомби. То есть это когда человек... Что такое зомби? Это человек, который идет на поводу не собственного выбора, а определенных программ. Что такое программа? Это убеждение. То есть вы приняли чью-то сторону, вы играете на стороне кого-то, в чьи-то ворота бьете, не в свои. То есть работаете на кого-то подсознательно. Да? То есть кто-то вас завербовал. То есть это признак человека завербованного. Кто нас вербует? На свою сторону, выполнять его цели, его задачи. Вербуют структуры власти, вербуют эзотерики, маги, вербуют неадекватные люди, манипуляторы, вербует еще кто-то, тот, кто хочет управлять вашими решениями, тот, кто хочет, чтобы вы выполняли его цели.
Ну, я вроде как... Религия, эзотерика, и еще какие-то там разные структуры. Вот, понимаете? И фокус должен быть на это направлен. И вот это вы спите вот так, вы с нами говорите вот так, и вот это самое важное. И вы спорите со мной, и вы обижаетесь, и говорите, вот это... У меня не обида звучит, а уверенность в том, что я... да, вот видите, да? Не уверена. Нет, это вы выдумываете, Татьяночка. Давайте так, давайте не будем выдумывать. Это, знаете, программы так работают. Я очень конкретная, я жесткая, потому что если я такой не буду, то я превращусь в обычного Вот вы эзотерика. зря мне об этом рассказываете. Я с благодарностью ловлю каждое слово. Но Да. дело в том, что они пока мне не раскрывают, какой объем мне сделать дальше. Вопрос, Понимаете, так, стоп. Они это кто? Кто они? Я сказала они? Да. Я даже не заметила. Они не позволяют мне раскрыть. Вы послушайте потом в записи. Вопрос, Да, кто они? Кто у вас присутствует в вашем пространстве? Кто это? Кому вы позволяете руководить вашей жизнью? Кто в вашем пространстве вместо вас? Я хотела узнать в этих аспектах, кто заставляет меня воспроизводить, или вернее реагировать на события совсем не так, как я собиралась. Нормальные вроде... Вот, вы начали только нормальные аспекты говорить. Понимаете, вот это, вот сейчас чувствуется ваша энергия. То есть понимание пришло наконец-то. Сомневаюсь. Вот, потому что вот эта связь между сознанием и подсознанием, коммуникация происходит очень часто для нас незаметно. Вот это озарение, да, но именно это озарение дает энергию для расторжения контрактов. Если нет этой энергии, ничего не происходит. То есть Хорошо, а если я вот таким вот образом буду излагать, не указывая конкретные случаи, а если надо будет, вы уточните, что я имела в виду. Так нет, можно? это так не сработает, потому что я телепат, я не могу взять ответственность за ваше Ну, я освобождение, поняла, это да. ваше Там дело. четкое, И конкретное. смотрите, и все, что вы делаете, все правильно. То есть я не говорю, вы не услышали от меня, что это неправильно, что это плохо, или это правильно с той точки зрения, что каждый человек на данный момент своего развития желает для себя самого лучшего, и то, как он сказал, то, как он написал, это все правильно, потому что мы должны отталкиваться от этого. Это как лакмусовая бумажка, которая показывает, на каком уровне вы находитесь, что над чем еще поработать, на что обратить внимание. Понимаете? Поэтому я что, не видела ваши аспекты? Я их видела. А если бы я начала вам говорить, это не так, это не так, это не так, это не так. Что бы вы сказали? Вы бы мне то же самое сказали. Давайте мы не будем продолжать работать. Я останусь вот как есть. Идите своей дорогой, а я тут Я останусь, если вы мне не можете помочь. Включается обида и отторжение. Ну, не обида, понимаете, а бессмысленность какая-то вот во мне чего-то вдруг выплыла. Откуда? Нет, это не бессмысленность. Это вы должны понять, что вы ценная штучка. И за эту ценную штучку идет борьба. Сомневаюсь я чего-то. А в чем вы сомневаетесь? А давайте докапываться. В чем вы сомневаетесь? Что... Штучки. Смотрите, ну давайте разбираться, как говорится. Кто вас создал? Женю жалко. Кто вас сотворил? Все нормально. Кто вас сотворил? Татьяна, ну давайте отвечайте. Кто вас сотворил? Вашу душу. Понимаете, Виктория, какая штука получается? Так, снова отговорки, никаких отговорок. Кто вас сотворил? Отвечайте. Я, когда работаю с вашей медитацией, я очень четко чувствую
ну, как вот говорят, природу, энергию, не знаю что, но я где-то растворяюсь вот в чем-то. Ну, Но потому что вы попадаете в альфа-состояние. как Это логично. только заканчивается медитация, ну, такой Понятно, вы попадаете в реальность. Скажите, пожалуйста, почему вы отрицаете себя и не можете признать, что вы– это божественное. творение Творца? Я задаю вопрос, но у вас язык не поворачивается. Это Я признать. творение, я душа чистая, светлая. Я очень Так, хочу сделать ее еще и целостной, эту душу, потому что вот. пораскидала по всем вот этим вот своим, а давайте попишем, а давайте вот Мгм. снимите, а вот у меня тут такой выброс О, энергии, а я эмоциональная, мальчики меня мгм. любят, и все, так сказать, Вот, ручки, проснулась наша ручки Танечка, потирают. живая уже, И я да-да-да. вот эту энергию, а никто не хочет там где-нибудь в Австралии. Может быть, там попитаетесь моей, она мне как-то вот не нужна. М. Возьмите ее, пожалуйста, да. Но я попыталась это изложить на бумаге, но не получилось, получается. Понимаете, какая Нам ситуация? не нужна бумага, нам нужна ваше решение, ваша энергия. Сейчас вы проснулись. Вот сейчас вы говорите реальные вещи, вы живая, вы говорите как живой человек. Я вам расскажу одну историю. Когда-то, может, вы слышали, может, я рассказывала где-то, не знаю, мы готовились, я с Надей работала. Надя очень хороший психолог. Да, возможно, мы еще будем работать, ну, когда-то, ну, я не знаю, но мне очень жалко, что она попалась на Цельнозора, но она прошла эти уроки и так далее. И вот мы с ней работали, и вечером, это в 10 часов вечера по майамскому времени у нас был сеанс, потому что у нас, ну, работать очень тяжело было, потому что разница в 12 часов. И были клиенты, у которых такая же разница с Дальнего Востока. И мы готовились работать с мальчиком. Вот. И я, конечно же, должна была чуть-чуть поспать, потому что в 10 часов это мое время уже укладываться спать. Я уже хочу спать. То есть работать уже как бы... И я прилегла где-то часов 8 поспать перед сеансом, и я попала в игру. Я попала в игру, потому что мое подсознание готовилось работать с ним. Я не знала его аспекты, потому что это вообще-то не мое дело с аспектами заниматься, но так как я коуч, так как я психологию изучала, у меня нет диплома психолога, я признаю и говорю это так, как есть, я коуч, то есть это другая разновидность психологии, вот, и я педагог. Поэтому я вот вникаю, и я, кроме этого, телепат, и я просто чувствую и вижу, когда человек только читает. То есть поэтому я беру на себя эту роль, но это не моя роль, по большому счету, да. Вот. И я попадаю в игру, и я не могу с этой игры выйти. То есть я перескакиваю какую-то... Это единственный раз в жизни такой был. Я, например, перескакиваю через пропасть. Я вижу, что там есть скала, я прыгаю на эту скалу, эта скала превращается в лед, и я скольжу по этому льду и падаю вниз. Я взлетаю, лечу там еще куда-то, еще что-то происходит, меня, короче, затягивает. Я чувствую, что я теряю энергию. И я сказала себе, стоп, как я могу выйти из этого? То есть я остановилась, зависла в пространстве, все остановила, все как замерзло, да, то есть по моей воле, то есть все по воле человека происходит. И я задаю себе вопрос, как я могу из этой игры выйти? Потому что я не верила, что меня какая-то игра может затащить. То есть все-таки даже в этой во сне, в игре я чувствовала свою силу. И мне сразу идет ответ от моей души. То есть я задаю правильный вопрос, потому что он по конам Вселенной.
Да? Я должна была сохранить жизнь, здоровье, мое психическое, мою душу и мое физическое благополучие. То есть я получаю ответ. В чем разница? Подсказка. В чем разница? И я сразу обращаю внимание, в чем разница между этими программами, этой игрой, этой матрицей и мной. И разница в том, что я живая душа. Наша душа– это частица души Творца. То есть Да, это одно и то же. И да. моментально вся игра растаяла, все исчезло, я их победила, эти программы. Поэтому я вам задаю вопрос, а вы что говорите? А вы ускользаете. То есть кто-то, вот эти программы, они не хотят вашего осознания, что вы живая душа. Они заставляют нас думать, вот эти эзотерические бредни. Нас нет. Мы живем в матрице. Весь мир симуляция и так далее, и так далее. Да, эти программы– это симуляция, это правда. Дьявольский мир– это матрица, это симуляция, это правда. Но они не говорят, что есть другая реальность, где живут живые души, которые на самом деле своей волей и своим осознанием уничтожают эту матрицу. Понимаете? То Я есть поняла вот такую вещь. Значит, я включаю медитацию на повтор и под нее пишу аспект. давайте мы, если вы хотите, мы все-таки сейчас, я чувствую себя превосходно. Почему? Потому что я чувствую ваше осознание, оно пришло к вам. Но Понимаете? если можно, если Конечно, можно, можно. Мы не просто не имеем права, как бы я я не имею готова. права отказаться, Я если готова. вы нам сказали, давайте сделаем сеанс. Получится, получится. Не получится, не получится. Но я думаю, что получится. Почему? Потому что подготовка. Я коуч. Я провожу с людьми коуч-сессии, на которых у них глаза открываются, и они себе дают ответ, потому что человек все знает о себе. Я просто телепат. Я как в кино. Пришла посмотреть кино. Что мне человек покажет, на что он готов, то я и увидела. Понимаете? Но когда мы работаем с сознательной частью, когда человек начинает понимать, вот тогда вот это прозрение включает вот этот момент, и вот этот, как вы говорите, во время оргазма, куда я там отправляла энергию. Ну, это важно. Энергию должен муж получить, а не кто-то еще. Это забота женщины. Муж заботится о женщине, чтобы она получила оргазм, потому что он добытчик, он эту энергию добыл для себя и для женщины. И Никто сохранить. ее не должен. Да, это для их общего блага, потому что это Да. их личное общее пространство. Вот. Никому нельзя отдавать просто так. То есть это тоже как предательство себя и мужа. Я не упрекаю вас, Боже упаси, не подумайте. Я Но все если мы не правильно будем понимаю. Все. называть вещи своими Да. именами, мы должны Потому понять, я как, чистая душа, божественная, сильная, я могу все, но какие-то безмозглые программы меня затянули, обманули, то есть на меня было воздействие насильническое, и вот сейчас я это все осознаю, карму отдаю, отказываюсь быть жертвой этим кроликом, который, сложив лапки, идет в пасть этому питону, отказываюсь, и я решаю свои проблемы по моему желанию. Все, чакра вот так поднимается вверх, она выглядит как яйцо. Мгм. Считывается, как будто это яйцо. Так, И хорошо. она вот так как бы руками своими вот так вытаскивает, считывается остальную часть эфирного тела. Потому что вот вокруг нее, вокруг этой, как бы отдельно
Мгм. сердечная чакра, а все считывается как будто пустота и какой-то а, м, свечение, как будто лед. Ну, то есть это Как как лед. будто Мгм. чужеродные программы. Так, давай, Виктория, как по правилам отсоединить от этой ситуации. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Татьяны. Татьяна, 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Энергосфера вытянута вверх. Правая рука вот так поднята. Вот так. Прямо чувствуется Мгм. такое напряжение. И от локтя черная рука и держит как черный карандаш. Вот прямо вот так. Мгм. А, Подключки. Правая сторона затемнена очень. Под ногами тоже такой шлейф, вот этот черный идет справа. Справа кто-то в секторе интерферентов сквозь эту дымку черную проявляется. И считывается портал в сердечную чакру. Мгм. Вот. От глаз идут в сектор интерферентов черные привязки, то есть ориентация духовная на интерферентов. Вот. Мгм. Ну, это то, что Хорошо, Виктория. бросается первое в Мгм. глаза. Отодвините вещи. Да. Считай эфирная ДНК Татьяны, она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Да, она разрешает. Мгм. Так, с чего больше начнем? С чего начать? Ну, я вижу, что она как будто бы разбирает какую-то стену вот здесь, с левой стороны. Это ментально соответствует чужеродным программам. И я вижу, что это выглядит как стена с кирпичами. И она как будто бы там это разбирает, и появляется такой свет, свечение от первоисточника, от сектора миссии. И та фигура в секторе интерферентов вот так закрывается, свет начинает на нее светить. Мгм. А, Приказывает фигуре интерференту проявиться согласно его эфирным ДНК. Так, появилась какая-то сущность человекообразная, светло-серого цвета, даже бежевого, как будто бы в комбинезончике в таком. Мгм. Приказывай этой сущности отвечать, кто она такая. Он говорит а, голосом, электронным голосом. Звуки такие идут, электронный голос. При- Так, сейчас. Я Мгм. приказываю ему написать. О, называет себя Сириус. Мгм. Так, такие звуки электронные. И иногда в фильмах так, в советских было такое. Так Мгм. как электронный, как будто говорит. Это он инопланетянин, он серый. Мгм. Вот, он говорит высшая, как ступень развития, но сейчас я разложу его на эфирное ДНК. Мгм. Если его разложить на эфирное ДНК, то там считывается как существо без сущности. Раскладывается напополам, вот так, как в сектор магии и в секторе интерферентов. Так, в Мгм. секторе магии от него идет, слышу, появляется какой-то медиум, Галя. Мгм. Женщина, она стоит вот так, как будто бы возле двери, вот так что-то поднимает руками, что-то вот такое, портал Мгм. открывает, а другая половина в секторе интерферентов
М, Так, Мгм. появляется как будто джин из кувшина, глаза черные, Мгм. и снова вот это идет сущность без сущности. Так, что это означает? Как будто бы такое, знаешь, как горлышко кувшина большого, с этого черного пространства, и там Мгм. кто-то держит это. Так, Так, кто там главный то самый? есть все Приказываю интерференты. приказываю проявиться всем интерферентам, которые находятся в пространстве Татьяны. Стать по старшинству. Я им приказываю это сделать. После этого наступил на этого, пришел и наступил на этого серого. Он сильно уменьшился, этот серый. Мгм. Огромный рептилоид, как с хвостом, с маленькими лапками, динозавр. Мгм. Вот, я приказываю ему призвать его начальника. Приказываю этому рептилоиду приз- призвать, показать его хозяева. Кто его хозяин, приказываю этому хозяину проявиться, согласно его эфирным ДНК. Так, появляется спрут и паук. Сначала спрут, Мгм. потом прыгает паук с черными глазами. И я Мгм. вижу, это как раз и есть причина ее ярости неконтролированной. Идет эти картины, когда она обижает ребенка своего. Так, еще кто там есть? Приказываю, кто еще есть в интерферентах, приказываю проявиться. Кто там самый главный, приказываем проявиться в его пространстве. Появляется какая-то сущность черная, как будто сидит на кресле качалки вот так вольготно. Мгм. М, Так, кто Так, он такой, приказываем отвечать. сначала он назывался Будулаем, главным Будулаем. От него под ключ как цыганки идет с этой волосинкой. Цыганка в секторе магии. Мгм. Это эгрегор, цыганский эгрегор, цыганская магия. Так, кто хозяин этого? Кто хозяин, самому главному приказываю проявиться. Вот эта программа, он как дух проявляется, как черт, с рогами, с копытами. Вот эта сущность обрела форму, ну, как черт. Вот, Мгм. и покатался на этом кресле, и все уменьшилось. Я приказываю ему призывать хозяина, Мгм. все интерференты Татьяны, чтобы проявились. Приказываю каждому интерференту, который находится в пространстве Татьяны, каждому интерференту приказываю проявиться, согласно его эфирному ДНК. Сейчас вижу стопка бумаг, как будто бы, знаешь, так накиданы, набросаны на стол. Так. Так шурудит кто-то, ищет, достал одну бумагу, такой лист бумаги, и вот так показывает. Показывает Татьяне. Татьяна смотрит, и у нее идет как какое-то замыкание. Она смотрит на эту бумагу, и там чух-чух-чух-чух, такое замыкание. Я приказываю этому существу проявиться, потому что бумагу вижу, стол вижу, а его не вижу пока. Кто он Мгм. такой? Приказываю этому существу проявиться, согласно его истинной ДНК. Я вижу, что идет отсыл к событию подписания контракта о неразглашении. Идет вот так в сектор магии, о неразглашении тайны. На физическом плане этот человек. Мгм. Так, этому человеку я приказываю отвечать, что он делает в пространстве Татьяны.
Он вот так встал, как-то руку под козырек и говорит быстро так: «Служу Советскому Союзу». Мгм. У него Так. подключка в сектор магии, черный портал открыт через него. Мгм. Так, и кто хозяин этого портала? Приказываю хозяину этого черного портала проявиться согласно его эфирным ДНК. Появляется сущность как с таким ртом огромным, вот такая как жаба черная, и во рту держит девушку. Вот так, Мгм. ножки, ручки вот туда, за третью чакру, вот так, ну, за живот так, цап. Мгм. Так, кто эта девушка? Это Татьяна, я прямо Мгм. слышу. А этого Вельзевул, Ага. дух поднебесный, то есть это матрица. Я приказываю хозяину матрицы проявиться. В его пространстве. Считывается леденящий душу. Он лежит в его пространстве, тяжело дышит. И это такая же, как лед Мгм. такой. Вот. И вижу, а, Так. там сердечная чакра, только его светится. Мгм. Приказываю ему отвечать, кто он такой. Ну, мне идет вот так сатана, дьявол. Мгм. И вижу, что Татьяна, она вот так руками и ногами, руками вот так как приоткрывает такой черный, как дверца черная круглая, на этой сердечной чакре этого демона. Ногами стоит, как бы у него на груди как зависла, вот как будто бы ее вот так кто-то тянет за спину вверх. А она вот Мгм. так руками держится и приоткрывает этот портал в его пространстве. Мгм. И там идет такое сияние, которое, я слышу, слияние душ. Она приоткрывает это, и оно так больше открывается, и свет идет, и соединяется вот эта ниточка с будущим. Вот оно, серебряная нить. И я вижу, что там такой, она была разорвана, и сейчас она как соединяется, как завязывается, соединяется. И Мгм. эм, то есть это ее миссия освободить душу. Мгм. Так, Так, я их какой всех контракт? закрываю Закрывай всех этих интерферентов, которые... в стеклянные банки, и этого Мгм. тоже. И сейчас посмотрю, куда подключки идут. И Татьяна оборачивается и показывает, что подключка идет по позвоночнику, как хвост. Мгм. Хвост. Вверх поднимается, и вот это держит правую руку в этом положении, вот так буквой Г. Мгм. Так. А, Потом оборачивается, ну, над головой еще такая, как шапка черная, имплант. Там как летающая тарелка, оно вот так прямо. Мгм. Оборачивается глаза, на глазах такие черные импланты, а, вот такие. Мгм. Нос черный. На носу имплант или в носу, вот так как треугольник такой. Так. Показывает импланты на пальцах рук и ноги. А, Костяк, Мгм. он не держится, он как будто бы вот так вот, знаешь, шевелится. Связки, кости, они символизируют силу. Мгм. Я слышу силу познания, но я вижу, что костный мозг, там импланты черные, и как будто бы нет вот этих, эм
там есть между кости, заканчивается такими со Хрящами. суставами, хрящами, вот эти связки. Вместо этого там как будто бы отрублено, вырезано, как будто бы нет его. И выглядывают эти черные импланты, как костный мозг черный. Тоже все тянется в сектор интерферентов, идет отток энергии, прямо вот так слышу, вся Мгм. энергия туда утекает. Так, ну, конечно, есть еще сектор магии, потом с ним разберемся. Так что, Виктория, давай посмотрим контракты. Мгм. Так, пусть Татьяна покажет контракты, которые она заключила, когда впервые подключилась к антимиру. Пусть она покажет. Я вижу, что в этой самое важное вот этот имплант, это Какой? ручка, считывается Мгм. общение. Так, Когда это появилась впервые, эта ручка, этот момент. я вижу, что в этом воплощении Мгм. идет картинка, я ее уже второй раз вижу, имеет отношение не верить в себя. Я вижу, что это школьная программа. Я вижу учительницу, Так. от которой идет какая-то энергия. Она как не то, что от нее энергия идет, а Татьяна возле нее стоит, маленькая, черная, с подключками уже. Мгм. А вот эта учительница считывается как портальный детектор. Ага. Я вижу, что она каким-то образом забирает энергию от Татьяны. Так. Я этой учительнице приказываю отвечать, что она делает в пространстве Татьяны. У нее такая указка длинная, и она говорит: "Прокалываю". То есть она ей открывает подсознание. Я вижу, что она этой указкой прямо в сердечную чакру и как будто бы вот насквозь проколола. Эм, Мгм. и вот так говорит: "Напоминаю о главном". И, то есть она выполняет свою роль. Мгм. Напоминаю о главном и показывает на сектор будущего и на сектор миссии. И тут же говорит, показывает: "Подключаю к эгрегору", говорит, зависти. Мгм. Вот, а почему зависть? Ну понятно. Демоны же завидуют, то есть, Мгм. потому что нет своей энергии, чтобы сделать свое. То есть, я поняла. Вот она показывает, то есть она сравнивает Татьяну с другими учениками. Мгм. Татьяна очень сильно больно это воспринимает. Открывается подсознание, потому что Мгм. это неправда. Так, хорошо. Видит Татьяна, что произошло в этом? Да, Мгм. Так, вот эта ученица находится в секторе магии. Пусть Татьяна приказывает этой учительнице забирать ее все воздействия, вот это прокалывание, это ложь ее. Пусть она забирает ее же руками все эти воздействия и призывает, пусть Татьяна силы кармы отторгает эти неловкости, принимать ее ложь. я вижу, что в этот момент на эфирном плане Татьяна как будто бы вот так тук-тык-тык смотрела по другим, то есть, не по своим, Мгм. идет как аспектам, то есть, как бы проникала в чужие пространства, сравнивая себя, а это неправильно. Я передаю Татьяне, что она чистая божественная душа, и она с этого кувырком, с этого пространства просто кувырком вот так, кувырк такого еще не видела, вот так кувыркается и раз, 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 и встала в сектор миссии. Мгм. И Так, вот четко идет подключка от сердечной чакры, от ног, от сердечной чакры, ну, самая крупная в сектор интерферентов. так, кто именно, кому Ну, именно из интерферент? Будем смотреть? ну это вот Так, все. Мы уже давай рассмотрели. контракт, давай контракт посмотрим. Да. Пусть,
Пусть Татьяна покажет. Самый главный ее контракт. Сейчас я вижу снова вот это. Она вот так руку поднимает, и как будто бы стол вот так стоит. Когда я всматриваюсь в это, я слышу снова в этом воплощении контракт о неразглашении тайны. Мгм. Вот. Так, давай посмотрим этот контракт, Виктория. На что согласилась Вижу Татьяна? в эфирном плане вот так у нее просто к лицу, вот так с сектора магии, вот так просто шмяк, как имплант черный, молчать. Мгм. А считывается как забыть себя. То есть это тянется на... То есть эта учительница, она как заложила этот фундамент. Дальше идет вот это Мгм. событие. Ну, это матрица, так работает. Так. Я передаю Татьяне, что ее рациональная часть отказывается, и на физике уже давным-давно она разглашает все тайны. И я вижу, как эти все программы просто растерялись. И точно так же, как она в детстве вот это смотрела туда-туда, они сейчас вот туда-туда-туда. Я ей передаю, что она расторгает контракты с этим Вельзевулом, с этой матрицей и отказывается служить антимиру. И вот этот снова проявился. Рад служить Советскому Союзу и, так, и Мгм. увял. Мгм. И вижу, как Татьяна снимает импланты с ног. На ногах как такие металлические наручники, наножники с цепями. Она их снимает и снимает вот этот имплант с плеча, с руки Мгм. и выходит через такой сияющий портал вверх, всплывает. У нее появляются крылья. Так, Так, появляются крылья, которые черные, как тянутся, как будто они такие в таком черном, как в мазуте. Ну, оно считывается не мазут, а смола Мгм. жидкая. Вот. И я смотрю, что-то она вот так показывает. На ухо, на левое. Я вижу в секторе магии идет такая картинка. Она что-то шепчет, ребенку шепчет. Так. Вот я передаю ей ее подсознание, что рациональная часть Татьяны отказывается от любой магии и от магических воздействий, что она божественная душа, она это осознала, и все свои решения в будущем, в прошлом и в настоящем она только по собственному желанию принимает, и она отказывается идти на поводу у этих чужеродных программ подчинения магии, что она отказывается от магических всех ритуалов. Я вижу, как она, Мгм. как кольца снимает, и пальцы, вот эти импланты черные, которые как бы забирали эту энергию, эти меридианы, они освобождаются, и от пальцев энергия так вверх пошла. Мгм. Интересно так, и вот так она вверх пошла, и с ног, с пальцев тоже, и образуется такой, как торт, но еще такой не очень. Мгм. Так, Вот и это вдруг она Галина. Мгм. Да, Да. да, да, сейчас как Да. раз она проявилась, ты правильно Мгм. все. Она вот так посмотрела в сектор будущего, а там все как бы, считывается цинк. Это пространство. Вот, и появляется именно вот этот Сириус, вот этот Мгм. жидкокристаллический мне идет субъект. То есть это ну, такая форма типа жизни. Вот оно, жидкокристаллический, какая-то М. форма, неживая форма жизни. Да, сейчас интересно.
Да, Это она кремний, подпитывается. Нет, нет. жидкие Э, кристаллы. Ну эм, ладно, не кремний. ну не Ща важно. Ну, может, и кремний, но мне не идет, поэтому, Мгм. что идет, то и говорю. Оно вот связано с этой Галиной, Мгм. оно Так. питается ее энергиями, то есть прокладывается портал. Мгм. И от Галины уже идет, то есть они не могут проникнуть сами по себе, им нужен медиум. Ага. Нужно, вот идет завязка на сознательном уровне, то есть на вот сознательный диалог идет. Вот это предлагает, как бы Мгм. эту дверь приоткрывает, и это связано с этой картиной, когда дверь там в сердечной чакре этого дьявола она приоткрывала. Приоткрылась. Мгм. И ее решение. То есть все завязано на решении человека. Вот. Так. Я Где, слышу где это? подключиться. Мгм. Что на физике происходило, когда решила Татьяна, поверила этой Галине и приняла этих Я вижу, что Сириус? там с Галиной контракт. Мгм. Ам, Она вот это у нее соглашаться с М. антимиром у Татьяны идет как это как программа а, такая, ну, считывается навязчивая, то есть подавляющая ее волю. Мгм. И я вижу, как Татьяна пишет, расписывается. Она а, расписалась и как бы отдала эту писульку Мгм. Галине. Галина положила вот на левую ногу себе. А потом вижу, как уже появляется этот имплант, как летающая тарелка над головой, и образуется такой купол. Мгм. Все верхние чакры капсулируются, и от седьмой чакры такая вот идет как портал, подключка, и прямо туда, в Мгм. нижние миры. Так. Мгм. Да. Так, вот этот контракт с Галиной. Давай посмотрим, на что согласилась Татьяна. И я слышу: не верить себе Мгм. и молчать. Ам, Уже не так проявляется вот этот имплант, но Мгм. все равно он какой-то в другом измерении. Уже не черная рука, но оно даже не как рука, а как какая-то, м, клякса такая, а такая какая-то розово-красная. Мгм. Вот. Я Так. передаю Татьяне, что ее рациональная часть верит себе, что она верит, что она божественная душа, и только ее желание имеет значение во Вселенной. И сейчас она хочет отменить Расторгнуть. это событие, расторгнуть этот контракт. Я вижу, как Татьяна берет этот листок, который отдала с черными писульками, и вот так вот смотрит на него, Мгм. сжимает и выбрасывает. И тут же с портала поднимается, она как руку протянула и достает. Считывается как божественное лицо, ее лицо я вижу. Мгм. Божественное лицо, которое приходит, вот так поднимается и вот так встала, где ее сердечная чакра, считывается идентификация. Мгм. И идентификация, и тут так пух, такой толчок, и вижу какая-то штука такая красноватая, закрученная, вот такая тянется в сектор магии. М, Кто в секторе магии, приказываю проявиться. Там какая-то тетка появляется, клятва учиться, какая-то А, групповая медитация. Вижу, как будто люди сидят в кружке в таком, все м. считывая вот под таким колпаком. Мгм. Вот. Так.
Это на физическом плане, Виктория, да? Ну, это и на физическом, и на эфирном оно смешано вот так. А Где вижу, Татьяна? Мгм. она среди этих людей под этим Мгм. колпаком, и я вижу, как у них общее пространство, О, вот оно, вот эти программы, такие прозрачные, эфирное пространство. Оно как вот этот колпак, который соединил в себя вот энергии всех этих людей, то есть соединенный опыт, я слышу. И у каждого своя подключка к антимиру, и каждый вот совокупляется, идет вот так с этими общими программами. Я снова слышу забыть, Мгм. забыть себя. Мгм. Так, а с чем? Хорошо. Видит Татьяна, что это за событие, что это за медитация и что произошло? Да, Мгм. она видит. Я вижу, Мгм. она протирает глаза, вот так. У нее руки светятся, так вот эти меридианы прям сияют. Мгм. Протирает глаза, и я ей передаю информацию, что, бороться с теневым правительством — это не такими методами, что наше дело — это очищать свое личное пространство, и это сейчас решила делать, Татьяна на Татьяна. физическом Мгм. уровне. Я постоянно держу вот этот лист, показываю ее аспекты. Вот. Мгм. И она говорит: "Я вижу себя", и смотрит в это пространство. Оно так считывается под куполом. И я ей передаю и она его вот так разрезает, и оно такое, знаешь, как будто желе, как Мгм. медуза. Почему это и медуза Мгм. Похоже по разрезала, как составам. Мгм. холодец такой, да, и достает себя с этой подключкой к Мгм. спине, вот к третьей чакре. И вот сюда этот, сектор принятия решений. Сейчас я посмотрю, что происходило на эфирном плане. Был ли контракт? Мгм. Посмотри, Виктория. Да, был контракт, я вижу. Считывается растерять себя. Я вижу, как в этом пространстве под этим куполом, а, вот она как будто бы рассыпалась. Как вот Мгм. такие, как икринки, вот такие среди этих всех. Эм, Это Да. как коллективное, я слышу, коллективное сознание дьявола. То есть подключилась к коллективному сознанию дьявола. Мгм. Так, а с кем она контракт этот заключила, я ему приказываю проявиться? На физике это учительница, которая стоит посередине в этом куполе, в этом портале черном. Мгм. А на эфирном плане вот эти все интерференты. Так, давай посмотрим, Виктория, на что согласилась Татьяна в этом контракте. Я вижу, она вот так как-то двигает правой рукой и этим суставом, и считывается двигать, двигать. И тут усугубляется вот такой имплант появляется, который расширяет диапазон движения этого сустава в сторону. То есть получается она как робот, как Мгм. роботизированная вот ам, это. И проявляется такой маленький черный, как сердечко черное на губах. Я слышу молчать о себе. Мгм. Так, хорошо. Видит Татьяна этот контракт, условия? Спроси у нее. Да, она видит, и я вижу, как ее красивые глаза, они такие сияют. Мгм. Она говорит, что она видит и знает. Я вижу, что она достает с этой плесени себя. Я ей передаю, чтобы она отказалась. Ее рациональная часть отказывается от принятия решения брать Участвовать в участие, медитации. да, в этой Мгм. медитации.
Вот она поднимается выше, забирает себя, и этот купол вот так сжался, как пожух-то, так. Мгм. И она его выбрасывает, отсекает, вот отсюда Мгм. берет. И я вижу, как она, этот имплант, оголяется в этом суставе. Там такие связочки черные. Я ей говорю, чтобы она потянула за эти связки и вытащила все эти, этот Всю костный эту черный конструкцию, мозг, да. всю эту конструкцию, все это воздействие. Она это сделала, и ее энергосфера вот так прямо пух и раскрылась, стала такой, как шар. То была Мгм. вытянутая, а теперь как шар. Поднимается вверх. Я вижу снова в ее сердечной чакре сияющее яйцо. Оно считывается как яйцо, Так, что это такое, источник Виктория? жизни. Я вижу, что идет обоюдная такая эм, ниточка в сектор интерферентов, черная и сияющая. Вот. Мгм. И от черной идет в секторе интерферентов появляется как будто такой мертвый зародыш. Ну, я видела Мгм. цыпленки такие, знаешь, бывают, умирают внутри яйца. Мгм. Вот оно такое. Вот так оно прямо вот как бы возле правой ноги. М. А дальше там эта сияющая ниточка тянется, и там такой зародыш живого ребенка. Мгм. Так, куда он тянется? Он как-то вот так ниже в пространстве. И я Мгм. вижу, что сейчас я посмотрю, в каком пространстве оно. Оно вот так находится, считывается колыбель души. Оно вот так покачивается. Так, а что колыбель? Да, что это за пространство, Виктория? Считай информацию. В общем, оно считывается тьма, там какие-то конструкции, как будто и все очень темно. Сейчас я включу свет. Мгм. Она там, знаешь, как вот это, напоминает, что в печальный гроб качается Хрусталь. хрустальный. Вот оно так выглядит, как будто бы в пещере, в таком черном пространстве. Там такие вот эти, как сталагниты, сталактиты. Мгм. Это все вот это. И вот это все черное называется колыбель души. Оно там убаюкивает, а душа так как в зародыш, как бы Мгм. спит. Мгм. Так. Считывается зарождающаяся жизнь, идентификация, ее лицо, да. Ну, как мы говорим, эфирная ДНК. Мгм. Я слышу согласие. Так. Так, согласие. Я спрашиваю Татьяну, где то согласие? Ой, Мгм. тяжело для нее, слезы. Я говорю ей, передаю, что она абсолютно в безопасности, что ее Вселенная заботится о ней и любит, что она жива и здорова, у нее все хорошо, и сейчас она пришла расторгнуть этот контракт и все следующие контракты, когда она туда попала. Я вижу, что чтобы она показала, что происходило в любом из пространств, времени, когда Да. она впервые подсоединилась к этим сущностям. Мгм. Вот, я вижу одновременно две ситуации. В секторе принятия решений и подписания глобальных контрактов она М. стоит как перед дверью. Так. А в секторе миссии она кричит. Где-то есть такой, вот, есть, мать Родина зовет. И у нее такой жуткий рот, как провал. Мгм. И я вижу, что, вот это, как, этот
этот силуэт стоит в секторе миссии и во рту, как черное яйцо. Так. Вот. И она стоит, я вижу сейчас в секторе принятия решений, подписания контракта. Она стоит, стучит и вот так прислушивается. Мгм. Так. Так, я Кто-то... ей... Где ей контракт? Да, нужно понять, что за ситуация была на физике. Мгм. Так, Я что? вижу, Что ты а, видишь? я вижу, как девушка лежит в красном сарафане. У нее Мгм. такой какой-то красный сарафан расшитый, то ли золотом, то ли желтыми цветами. И белая такая какая-то кофточка. Она лежит, а кто-то вот так из сектора интерферентов из-за головы. Голова вот в эту сторону, а ноги как в сектор магии. И как будто делает ей искусственное дыхание, только вот так сильно давит на сердечную чакру. Так, что это за сущность? Приказывает этой сущности отвечать, кто она такая. Это как бы не сущность, это дух. Это все эти интерференты вместе взятые, Мгм. скажем так. Ноги у нее в секторе магии, это важно понять. Я ей говорю, сейчас я смотрю, что находится в секторе магии. Хорошо. Э, В секторе магии вижу женщину, которая как будто бы на прялке придет, а потом спряла какой-то клубок и так смотрит на него, и он становится прозрачный, как лед, ледяной такой. Мгм. И она так смотрит сквозь него, и я вижу, как она смотрит как в сторону будущего, то есть рассматривает будущее, и от этого зеркала портал открывается такой черный и вот так падает. А энергия такая идет, как, знаешь, извиняюсь за подробности, как неработающий мужской этот агрегат. Фалос. Мгм. Фалос, да, вот так вот. Раз, то есть ну, я думаю, что это важно. Опускается этот портал, и там так пух, как соединение Мгм. произошло, сильный магнит. Мгм. И сейчас я и вижу лицо этой девушки, и вот это черное, как яйцо во рту. Это черное яйцо. Так, что это за яйцо, Виктория, как оно считывается? Сейчас я постепенно смотрю, Мгм. что это такое. Я вижу, что эта сущность, сейчас оно проявляется на физике постепенно. Взял это яйцо, посмотрел, обтер об себя и, и пошел. А на физике это я вижу, что это какой-то молодой человек, одет странновато как-то, и девушка. А девушка вот так сидит, руки подперла лицо, ну и так довольно как-то сидит, улыбается. Она Мгм. дала ему как бы это яйцо, она что-то ему написала. Так. Написал. Так, спроси у Татьяны, что она написала. Что это такое? Она говорит, что она дала ему руководство к действию. Вот это она смотрела в это зеркало. Вот оно что. Она каким-то занималась пророчествами. Появляется у нее, вот я считала, ее эфирная ДНК на тот момент, у нее Мгм. появляется косынка красная в белый горошек, и она так ножку правую отставила в таком черном сапоге. То есть она, я слышу, дала ему предписания. Мгм. То есть и в этот момент я вижу, как она вот так тук-тук-тук в эту дверь.
То есть она подписала контракт. Мгм. Так. Так. Так, с кем она подписала контракт? Приказываю проявиться. На физическом плане это проявляется этот человек. Мгм. Так, этому человеку я приказываю отвечать. Кто он такой? Пусть назовется. Он перемещается как сектор магии, ниже, чем она. Называет себя соблазнитель. Мгм. Зовут его как-то Владимир, что Мгм. ли. Так, ладно. Так, приказывает ему Владимир отвечает. Что он делает в пространстве Татьяны? Он говорит: соблазняю, окучиваю. Мгм. Так, какой контракт они подписали? Пусть Татьяна покажет. Я слышу: замена рода. Так, что это значит, Виктория? Замена рода. Вижу, имеет значение вот эти 2 яйца черные, и это сияющее ее. И оно вот так как-то, как кадуцей, эти яйца вот так переплетаются и вот стали как, ну, черное из сектора магии, белое вот здесь. Мгм. Какое-то соединение произошло. Я слышу, как, замена мыслей, замена желаний. Какая-то, э, и что-то имеется в виду с кварцем. Расквартизация, то есть какой-то идет смысл кварц. Мгм. Что-то Вот. Кристаллическое, да. Мгм. Сейчас я посмотрю, что на эфирном плане происходило в тот момент, когда она, сделала Дала вот это это. предписание. Да, я вижу, она стучит в эту дверь, Мгм. и оттуда с рыком с таким вырывается этот динозавр, голова М. его. Так. И в этот момент я вижу, она смотрит на себя, а он на нее, как, знаешь, как дракон, так таким каким-то, как льдом. И она смотрит на себя, и у нее такая рептильная кожа как-то, и она становится как каменная вся. И ее душа просто вот так как вытаскивается с нее и уходит вот туда, и начинает в этой колыбельке кататься туда-сюда. Так. Мгм. Ам. Так. Так, Что это за спроси у Татьяны, зачем она постучала в эту дверь? С какой целью? так, сейчас она показывает, что она сидит как бы за столом и вынимает вот так, как из мусорного, ведра. Наклонилась и правой рукой достала это черное яйцо, положила его в сектор принятия решений. Мгм. И я сейчас смотрю, что это за яйцо, а оно внутри такое, как лабиринт. Какой-то по кругу идет вот такой, как спираль. Считывается медленная смерть. Когда я смотрю, я слышу упыри. То есть отдать, как жизненную энергию, она вот показывает это яйцо, эту жизнь, саму Мгм. основу жизни отдать этим упырям через магический ритуал. Она вот этим магическим ритуалом как-то как зашла в то пространство. Так, Что это за ритуал был, Виктория?
Ну вот какое-то предписание я слышу. То есть Мгм. это что-то она кому-то, вот этому Пророчит. мужчине пророчила что-то, да. Мгм. То есть она ему предписала и попала в эту связку кармическую. То есть она попала в эту ловушку, в эту матрицу. Так, а Ну, спроси потому Татьяна, что по конам м, Вселенной, как оно работает, что желаешь другому, испытать должен сначала на себе. спроси у Как Татьяны, оно? что она предписала этому мужчине? Она говорит ход. Я вижу, как этот мужчина, он и так уже там оттуда пришел. Она Мгм. ему еще больше ход, говорит, в никуда. И он вот пошел туда, в сектор интерферентов, радостный такой, вот туда. Мгм. И я вижу, как он идет, сейчас я по жизням он идет, идет, и у него такие, как шары на ногах, карма. И так больше, 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 больше. И вот он весь уже превратился в такую сплошную черную. Вот оно что, вот он этот черный зародыш мертвый. М. А что ты смеешься? Да, я думаю, это тот мужик, который пришел и показывал, что она ее грязью облила. Ну, потом мы посмотрим. Да, Сейчас не да, да, хочу отсюда не отсоединяй. Ага. Ну, отсоединяться, да. да. А, Так, так, зародыш, ты говоришь, вот этот да, черный. и он превратился в мертвое звено, то есть вообще выпал из эволюции, а причиной послужила она. Да, я понял. И Так. сейчас она проявилась в секторе миссии. И я Мгм. вижу и в секторе будущего, как у нее буквально вот это черное яйцо вот так выходит изо рта. И вот эта статуя такая, ну, это с нее списали. Мгм. Вот. Статуя. Э, Вот это родина-мать Родина зовет. мать. О, Ага, Господи. родина-мать и Родина. отец-воспроизводитель. Вот, Мгм. отец-воспроизводитель нашелся, этот дьявол и вся его контора. М. Родина-мать тоже это через э, пророчества не, ну как, я слышу, не согласованные с первотворцом, с Мгм. первоисточником, то есть противоречащие конам Вселенной. То есть вот эти рекомендации. Ну, Ну, и примерно, да. да, Контракт. Контракт. Давай идем снова к посмотрим. контракту. Контракт. Мгм. Буквально звучит отбить себя от жизни. Как будто бы вот так, знаешь, так крепко ударить, чтобы вижу, как это яйцо Мгм. отдельно, а эфирная часть отдельно. То есть идет ну, разбивание. Вот как яйцо разбивают, оно уже не может служить эм, Так. жизнью. Оно не может уже дать жизнь. Идет вот этот символ, как разбить яйцо. И снова слышу упырь, упырь. Сейчас я посмотрю, что еще там самое важное. Мгм. И вижу, что ее эфирное пространство, оно было как яйцо, э, бронь, имела бронь. Как скорлупа яичная имеет Мгм. свою бронь, то есть это совершенная форма жизни, да? И я Мгм. вижу, что в этот момент от нее же, когда она сделала этот магический, это, ну, идет предписание, магическое предписание, то есть какой-то совет, то пошло такое, как пы-пи-пи-пи-пи-пи, как с этой ситуации пропиливается ее эта скорлупа, и все эфирное тело становится, я слышу, раздетым. Вот оно что. Вот в Библии написано, что и Адам с Евой увидели, что они голые.
Вот оно что они потеряли свою способность защищать свою энергосистему и себя, потому что нарушили иконы Вселенной. И в этот, да, я вижу, что это оно, Всё видите. и будущее я ее вижу, вот сейчас оно будет, как она с крыльями, как ангел вылетает с этого. И я вижу, как она достает этот контракт буквально, как из пасти этого динозавра. Мгм. И я вижу, как она тупнула ногой в этом черном сапожке, значит, отказывается. И это зеркало, она, которое вот так, как будто бы Мгм. ледяное, она это берет, которое как программа вот здесь стояла у нее, она это все отменяет, и она пишет какую-то расписку этому человеку. А она ему написала: "Ты сам". Мгм. То есть она расторгла этот контракт, пишет: "Ты Хорошо. сам". Я говорю, чтобы она расторгла контракт, соединяться. И она вынимает это черное яйцо из своей сердечной чакры, отдает и возвращает себя. И этот портал, колыбель души. Мгм. Чё себе колыбелька? Ну, колыбелька, Ага. гроб хрустальный. Да, раз все это раскурочилось, и возвращается ее, снова слышу, истинное лицо — это ее эфирная ДНК, запрограммированное божественными иконами на жизнь, гармонию и процветание. Я вижу, оно сначала стало как вот это зеркало, ее лицо там, а Мгм. потом эта искусственность эта ушла, и она живая, как ангел, как маленький ангел там внутри с крыльями. А все остальное такое, как закрыто. Я ей передаю. И она вот так берет, как свет включает, как будто бы Мгм. спичкой. И вижу, как, внутри нее образуется такой свет. И она видит эту вот летающую тарелку, которая на голове. И она ее вот так берет, как крышку, снимает, выбрасывает в сектор духов. Мгм. Я вижу, она Хорошо. отказывается от этого автоматического письма. Вот я ей передаю, что иррациональная часть слышит, себя, и вижу, как окончательно уходит вот это шептание на ухо не просто так своей Мгм. дочке. Это напоминание, что чтобы себя слышать. Еще раз напоминаю, что Татьяна, ее эфирное и физическое тело хотят соединиться в единой гармонии жизни, собрать Мгм. все частицы души, расторгнуть все контракты. Я вижу, чтобы она приказала сейчас, чтобы эти интерференты удалялись ее с пространства. Они вытягивают эти черные подключки вот из третьей чакры. И я вижу, как эти сапожки черные уходят с ее ног. Уходит вот это сзади. Вот эти все меридианы освобождаются. И она наполняет светом изнутри, и все чакры включаются. И вижу, как там в этом пространстве, как было такое, знаешь, как 2 магнита так шмяк друг к другу, Мгм. отсоединяется. Я ей передаю, чтобы она восстановила коны ее живой души, восстановила целостность. И такого я еще никогда не видела. И вот образ яйца, я вижу, как эта скорлупа начинает образовываться вокруг нее. Мгм. И она поднимается вверх, и в этом яйце она вышла в светлое пространство, такое про прозрачное, и идет по направлению к первоисточнику. И она подошла Хорошо. к Так. такой двери. Она переходит, Мгм. и прямо она идет, и по размеру она, ну, если по отношению к человеку, то сантиметров 10. По отношению к той статуе, которая стоит вот в секторе
миссии и будущего. И она как-то внутрь этой статуи через ноги. В правой ноге такой портал был. И она заходит и внутрь, проходит мимо. И когда она идет дальше, то эта статуя вся с этим черным яйцом разрушилась. Вот оно что. Вот это Мгм. она говорила, что как можно ли войну закончить без жертв и насильника. Это как раз то и есть, что если каждый начнет защищать жизнь своей души, никто не пойдет воевать, если никто не будет убивать, никого не нужно, никто не будет защищаться. Вот источник гармонии– это забота о своей душе, а самое Мгм. главное– это жизнь. Я вижу, как эта статуя упала, разрушилась. Я ей передаю Татьяне, чтобы она убирала все подключки, чипы, импланты, чтобы она освобождала все свои эфирные тела от любого гипноза, от любых источников воздействия негативного. И чтобы она восполняла свою энергию, забрала ее со всех тех мест, где она теряла. Мгм. Пусть полностью призовет все частички души, потенциал, энергию, через фильтр все это пропустит, чтобы к ней попало только ее, согласно ее эфирном божественной ДНК. Все Мгм. чужеродное пусть очищает на всех уровнях, отправляет, сжигает на полную аннигиляцию и восстанавливает, проявляет ее истинные эфирные иконы и полную гармонию. Она это делает. Я вижу, что какой-то паук прицепился, как брошь, вот к вот здесь, в сердечной чакре. Она пытается его оторвать. Я говорю, что она живая душа, а это всего лишь программа. Что-то имеет отношение с печатью. И она его вот так, этого паука оторвала, и так шмяк в секторе М. интерферентов. Я ей передаю, что все происходит только по ее воле и по ее желанию, и что никто не имеет э, права удерживать ее в насильственных этих программах. И она этого паука вот так размозжила, и он превратился в такую шмяку. Вот, и я ей передаю, чтобы она убрала все те ситуации, в которых она подчинялась этим программам и сама Мгм. утягивала энергию от живых душ, чтобы она отказалась быть вот эта программа паучиха, вот этот ребенок, которого она обижала, я вижу, ну и другие ситуации, чтобы она наполнялась светом божественной, гармоничной души и отказывалась выполнять предписания антимира. Мгм. Вижу, она выходит с этого пространства, замкнула дверь, и это все упало с грохотом. Мгм. Сейчас она мне показывает крылья. Она мне показывает и радуется. Так, а что это за полоски такие идут? Говорит, восстанавливаются меридианы. Вот такие вот, как дуга такая, как протуберанцы. Вот так вот все. Мгм. Хорошо. Я ей передаю, она еще раз показывает, что есть вот эта блокировка. Что-то я ей показываю, а я вот раз показала ей лист такой. Сейчас я, Аспекты. Что это за э, лист, Виктория? щас я посмотрю. Мгм. Вот. Я вот так показываю и как по экрану пальцем вожу. А, называется "Предписание жизни". Так, показываю. И я вижу, как, вот эта штуковина у нее превратилась, как будто бы считывается цинк. И она вот так это все расторочила. Короче, пространство, как будто бы свитер расторочивается. Я Мгм. ей говорю, что это все происходит только по ее желанию, чтобы она вернула гармонию жизни, процветание и свою волю
идти по пути истинного света и убрала все программы, мешающие ей слышать ее родную душу. Мгм. Что-то есть еще в секторе магии. Я вижу, как она что-то читает, какую-то книжку читает. Так, что это за книжка, Виктория? Как она считывается? Считывается Эскулап. Мгм. Так, что на физике было, когда она читала эту книгу? Ну, читала книгу, какую-то книгу Мгм. читает. Как будто бы не одна книга, но там много книг. Она их читает, как будто бы вот так прям поедает. Вот. Почему-то звучит это Эскулап. Так, кто это, Эскулап или что это, Виктория? От этой книжки, я вижу, идет в сектор магии. Ну, это и есть в секторе магии, но вот так в Мгм. сторону какая-то фигура, какая-то как не держится кучи всего. Вот так какое-то вот это Мгм. все. Бесформенный. Эскулап, это же это означает, я поняла. Как будто бы разрезать, разделить на части, чтобы оно не имело целостности. Вот. Мгм. И я вижу, она вот так берет с этой книжки, и вот перед собой это вот с правой стороны, это как руководство к действию, вешает такие черные простыни, одну, вторую, третью, вот так вот. Так, что это такое? Мгм. Сейчас. Так, на каждую из них смотрю, и считывается Эскулап. Эскулап. Это, Виктория, отдельные события? Это ее увлечение эзотерическими знаниями. То есть каждая вот это, Мгм. то есть я вижу, что когда она это читала, она не включала достаточно внутреннего критика своего. Да, это точно. Мгм. Сейчас она посмотрела на себя. То есть она принимала это как за чистую монету. Мгм. Где это первое, вот это, она вытаскивает первое событие? Первое, там что то звучит, имя какое-то женское. Так, этой женщины, которая звучит имя, ей приказываю проявиться согласно ее физической ДНК. А, Она появляется в виде такого шара, и как будто бы у нее нижняя чакра прям вся вывернута наружу, Мгм. и ноги в растопырку, как надутая жаба, вот так вот. Так, что это за событие было на физическом плане, когда Татьяна с Это этой... эгрегор. Она, ну, на физическом Эгрегор. плане она читает, Ага. а на эфирном плане она подключается к этому эгрегору. Эгрегор, сейчас я считаю. Ну, Что-то это так, эскулап, то есть разбить разбить, пространство сознания разрезать. и Мгм. подсознания на несоприкасаемые части, нарушить коммуникацию между всеми частями, потому что Мгм. каждая рука, нога, тело, все глаза имеет психосоматическое значение, то есть это все раздробить. Вот. Мгм. Так, То есть какой-нибудь контракт она подписывает, Виктория, с этим эгрегором или хозяевам эгрегора? я вижу, что это все тянется на тот первичный, контракт. А, понятно. Вот, вижу, это идет, связь к этой колыбели души, которая вот. Мгм. Я передаю Татьяне, что она расторгла контракты с Антимиром, чтобы она восстановила, своего внутреннего критика, Критика. работу, Мгм. внутреннего критика. И самое главное — это все поставить под сомнение. Вот, Мгм. чтобы она убрала тот самый первый момент, когда она я вот вижу, да, это связано с тем контрактом. Это девушка, которая вот так сидела и Предписание, да, дала. улыбалась, да. И сейчас эти подпорки черные, эти руки, они бах и упали. Мгм. И в этот момент я вижу, эта девушка берет это, что она подписала этот контракт, и просто в ужасе
Она это осознает. Я передаю Татьяне, чтобы она дала сейчас команду своему подсознанию изменить все те события, которые были завязаны на этом контракте, полностью расторгнуть этот контракт на всех уровнях, во всех измерениях. Во всех Да, временах. Пусть она это да. сделает полностью. Все последствия этого контракта просмотрит, очистит, изменит так, чтобы быть абсолютно свободной. Пусть она это сделает. Вот, наконец-то сделалось. И она так, фу, Хорошо. да, поднимается вверх, и я смотрю, как наполняется ее энергосфера, просто и снизу откуда-то вот так энергия прям идет в ее пространство и такими кучеряшками вот это все, знаешь, как эти фракталы, как красивые узоры. Вот. Хорошо. И я ей передаю вот еще, чтобы она очистила ее коммуникативный орган и пятую чакру, и от всех деструктивных программ. Она вот поднимается вверх и запела. Она поет. Хорошо. То есть она поет, звуки такие. Вот. Я ей передаю, чтобы она наполнилась гармонией. И сейчас я вижу снова, как она вот зашла сквозь эту тетку каменную, и ее высшее я, ее приняло, и она дает что-то. Она вот это яйцо дает высшему я. И высшее я радуется, и ее эфирное тело как бы сливается с высшим я. И вот эта вся программа чужеродная, вижу, как от яйца. Яйцо у нее снова такое отпадает. Здорово. Считывается возвращение гармонии, возвращение силы разума. Мгм. Так, как она сейчас выглядит? Я вижу, что сейчас она вот так как-то, где талия, Мгм. распутывает. Я ей передаю, чтобы она запустила процесс омоложения, выздоровления, и чтобы она восстановила свое эфирное эталонное ДНК и отсоединилась от всего чужеродного и уничтожила все чужеродные гены. Вот я вижу, она отдает вот эту рептильную энергию туда, в портал, и эти все импланты. Я ей передаю, чтобы она приказывала всем интерферентам и всем, кто ей лгал, кто вторгался в ее пространство, забирал карму. Мгм. Вот, а ее карма, это вот это, что было, оно все пропало. Вот почему. Вот смысл наших сеансов – отказаться, то есть очистить от кармы, от привязок и остаться свободным. Да, Мгм. сейчас она свободна, в свободном пространстве. Ясно, И хорошо. говорит вот так: "Я колыбель души". Мгм. То есть Вселенная, сияющая наша божественная Вселенная, и мы, то есть наши решения правильные, это и есть колыбель души. Мгм. Хорошо. Только колыбель души на жизнь. Мгм. Они даже ничего своего не могут изобрести. То есть они просто плагиатом занимаются. То есть колыбель души на жизнь они заменили колыбелью на жизнь, то есть колыбелью души для смерти. Мгм. Так, ну хорошо, Виктория. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Да, мы поднимаемся вверх. И я вижу, как в ее пространстве появляется вот снова образ яйца, сияющего лица, яйца, лицо, яйцо. И она вот так этим как бы проводит по всем ее пространствам, как в круговую вот так. И там происходит такое, как будто она как
выгребает что-то. То есть плохое Мгм. отпадает, а хорошее она как бы вот так из этого пространства забирает. Я ей передаю, чтобы она забрала только то, что принадлежит ей, и то, что приносит счастье, гармонию, здоровье и жизнь для ее души и для ее физического воплощенного тела, и чтобы она передала информацию о своем освобождении в свой род, по всем каналам родовым, и освободила свой род от Мгм. ее каких-то причинно-следственных связей и убрала всю эту негативную карму с себя и своего рода. И снова этот образ такой, знаешь, как поющие птицы. Ясно. Так, Виктория, пусть она передаст ее алгоритмы вот эти освобождения в тот эгрегор, если он там остался, вот этот колыбель души. Всем, кто там находится, пусть она распространит там эту информацию, чтобы они тоже все освобождались по этим алгоритмам. Сейчас она выглядит огромных размеров, Мгм. сияет, как ангел с крыльями. Продемонстрировала мне, как они взмахивают крылья. Вот я ей передаю, чтобы она очистила все свои коммуникативные эм, связи Каналы. с первоисточником жизни, Мгм. гармонии и я слышу, с общим планом жизни. И снова идет как кувырок такой, как будто кувыркается, но только уже в своем пространстве. И вот так как встает, а, как в секторе будущего. Я ей передаю и говорю, чтобы она исправила все ошибки в прошлом, и сейчас, чтобы она вошла в свое будущее, а, какое она себе желает. Ну, такая там, как дверь сияющая. Ну, все пространство. Она зашла в сияющее пространство, вся сияет золотистым светом. Энергосфера прям излучает такой свет. Мгм. Хорошо. Так, ну хорошо, Виктория. Пусть тогда Татьяна остается в этом пространстве. Да, Мгм. Спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. да, она нас благодарит. Мгм. Ну хорошо, тогда прощаемся с Татьяной. Да, показывает вот так левой рукой на сектор первоисточника. Там такая красота и благодать, спокойствие Мгм. и Хорошо. счастье, да. Мгм. Хорошо, Виктория, тогда отсоединяйся от всех и всего. Мгм. Просмотри там замороженные, может, ситуации, эти интерференции в банках, Да-да-да, исправляй. я их Да. туда в портал, Мгм. очищаю Хорошо. все Да. пространство. Э, Личное мы пространство. взлетаем с тобой, я Мгм. тебя вижу, себя вижу. Все направляемся вот как в сектор будущего и первоисточника. Отлично. Еще раз посмотри твое личное пространство, Виктория. Все ли чистое? Да, все чисто. Хорошо. О, я вижу, я стою. И вот так такая очень довольная, и вот так, книгу, такая огромная книга. Я вот так как будто сметаю что-то. И я посмотрела, что это, и я увидела тот сон, который мне снился для того, чтобы подорвать, веру в себя. Ну, я все сны отправляла еще Мгм. тогда и сейчас, и всех тех, кто пытается предотвратить миссии очищения живых душ. Отдаю карму Отдаем карму им всем. и, да, наполняем Если- все наше личное и общее пространство энергией света, истины, гармонии и процветания Мгм. и жизни. Жизни. Мы выбираем жизнь Мгм. и гармонию. И гармонию. Любовь. Да. Хорошо. Ну, как всегда, просто огромный низкий поклон
Только не нам, за поклон вашу помощь, чтобы первоисточнику. выйти из лабиринтов наших ошибок и заблуждений, нужен хоть какая-нибудь маленькая там подсвечивающая искорка. Вы же даете такой прожектор, что не выйти оттуда просто вот, ну, невозможно. Я вам благодарна за помощь. Ну, Спасибо. Спасибо нам, спасибо вам, Татьяна, да. и за вашу миссию. Меня просто Каждый слезы находится. забили, поэтому я слегка, извините, эмоции Татьяна, слегка. это такой волшебный опыт наш с вами. Это академический пример. Я обязательно это наше все видео, с вашего позволения, будем разбирать на школе. Да, Потому пожалуйста. что здесь есть чему учиться. То есть потому что вот уже запускается скоро школа самокоучинга, то есть как делать анализ своей ситуации, как найти именно то, что нужно, какие решения, то есть готовые рецепты, как работать самим собой. То есть мы свою работу выполнили, да, помогли вам расторгнуть контракты. Но мы знаем и мы видим, насколько эти темные не хотят отпустить нас, потому что это вопросы жизни. И это видно потому, как этот безумный ведет войну. То есть уже очевидно, потерпела армию, 300-тысячную армию он уже в Украине загубил и сейчас начинает, то есть обученную армию. Это умного человека должно было бы натолкнуть на мысль, ой, быстренько пора сворачивать эту кампанию, потому что ни к чему это не ведет. Никто не собирается слушать моих этих посылов, сдаться и так далее. Нет, то есть угробил наученную, обученную армию и сейчас начинает гробить население. То есть уже тех ребят, которых вчера забрали, они уже погрузили в вагоны, и они уже на фронт отправляются живыми трупами, да. И это очень печально. И войну можно избежать, просто если никто не пойдет, если каждый человек подумает, что для него важнее его собственная жизнь. Потому что по канонам Вселенной, если в твой дом пришли тебя убивать, ты обязан убить первым. Ты не просто можешь, но ты обязан убить, уничтожить того, кто хочет забрать у тебя жизнь, самое ценное. Вот. Поэтому они не останавливаются. И в психологии такое понятие, что у шизофреника кнопки «выклы» нет. Они как включились, то выключить его можно только полным уничтожением. Ну, и еще главный урок, смотрите, как эзотерики человека пытаются обмануть. Да, вот есть теневое правительство, оно такое плохое, давайте мы с ним будем бороться. Теневое правительство – это кто? На тонком уровне этот сам дьявол, да? То есть это бросание человека на амбразуру. Как человек физически своими негативными программами, не освобожденный, вообще будет бороться с огромной, с Богом, с Творцом. Да, он темный, но он Творец. В его власти вся эта мощь этого антимира. И человека бросают на амбразуру. Идите и что-то делайте. А по-правильному что? Каждый человек, если освободится сам, расторгнет контракты, то вот эта вся мгла, эта тьма, она вся рассыпется, как прах, потому что она будет просто силы потеряет, и все, это как ехала машинка, ехала, и тут батарейка сдохла, и машинка уже не едет. Точно так же и антимир. Батарейки закончатся, антимир сам уйдет. Не надо с ним специально бороться. Вот. Ну, я очень довольна нашей работой, просто
Ну, это просто не прям прилив энергии такой. Это вообще. И вы смотрите, как они вас... Еще бы чуть-чуть. Это же было испытание и для меня. Вика тоже могла бы обидеться, да? То есть обидеться. Ну нет, а Вика не обижается. И Женя не обижается. Мы не обижаемся, да? Мы понимаем, как это работает, и мы готовы. Видите, мы готовы вам протянуть руку помощи. Мы на вашей стороне. Мы с вами один раз работали, и второй, и третий, и сколько нужно. И вас я почувствовала, мы увидели, как раз это прозрение, оно прошло. То есть вы раскрылись. Вы начали говорить свои слова, своей душе, и все растаяло. Понимаете, говорить о себе, то есть то, что я чувствую. Не то, что там эти программы говорят. Пошли вы все вон. Вот. Это просто восхитительно. Это такой академический пример, что это разбирать, разбирать и разбирать ваш сеанс нужно, и ваши аспекты, каждое слово, что я говорила, что вы говорили, это ничего вырезать нельзя вообще, ни одного слова. Это разбирать все на школе нужно, и не один урок. Будем учиться. Да, это вообще, я очень вам благодарна за вашу, мне идет вот так страсть. То есть вы все-таки вот это желание вот освободиться, оно превзошло вот эта страсть к жизни, именно эта страсть к жизни, она побеждает это все мертвое. Ну, Отдыхай. хочется, знаете, как говорится, поклон до земли нашей Вселенной священной, и мудрости первоисточника, и мудрости нас, нашего высшего Я, потому что сейчас мы не очень мудрые, да? Нужно это признавать, что мы пока в таком состоянии, что нам еще учиться и учиться, Да, идти. да. Но благодарим нас, наши души, за то, что они этот путь выбрали, потому что если мы это поняли один раз, если мы прошли этот урок, то, как говорится, это как в школе, как экзамен, вот тест. Я пошла учиться в колледж, я сейчас учусь в колледже, учу английский язык, и там тоже тесты, мы учим, потом сдаем экзамены. Сдал экзамен, пошел на следующий уровень, не сдал, остался на прежнем. Да. То есть все и в эфирном плане точно так же происходит. Главное пройти урок, сдать экзамен и быть уверенным в своей силе, мощи. Мы сделали это. Мы сделали это. Молодцы. Молодцы. Мира нам. Да. Мира, Нам всем живым душам мира, любви, процветания. взаимопонимания Да. и любви безоговорочной. Вот там начинают какие-то варианты любви продумать. Вот истинной любви, вот так, как вы пишете. Да, истинная любовь, истинная гармония. Потому что там, где начинается объяснение, там заканчивается истина. Где Да. начинаются вот слова «потому что», там начинаются уже фантазии, да? Мгм. Так радостно. Молодцы. Хорошо. Ну, самое важное, да, это ваше ощущение. Ну, и особенная благодарность Жене. Я думаю, Виктория вытащила этот сеанс. Просто Нет. разбудила эту живую душу. Да. И мы все вместе постарались. Мы все Каждый. вместе. Да, Да. мы все вместе. Потому что я тоже умею так рассказывать, потому что. То есть привычка. Когда Это нужно хорошо. остановиться, то нужно остановиться. Это Но потому слишком что много эмоций, поэтому сложно остановиться, да. Да. потому что плюс, а не потому что минус. Да. Нет, потому что плюс. Плюс. Да, да. И это совместный плюс.